Сначала была не идея прогресса. Было мясо, которое не поддавалось зубам. Была шкура, слишком жесткая для пальцев. Была ночь, где огонь гас раньше, чем люди успевали согреться. И однажды кто-то поднял камень не чтобы бросить, а чтобы сделать из него второй, более острый камень. С этого жеста начинается длинная история предметов, которые меняли человека тише, чем войны и цари. История номер 1 начинается с очень странной просьбы к камню. Не лежи просто так, стань зубом. На сухой земле лежит туша, уже не совсем добыча и еще не еда. Шкура держится крепко, сухожилия тянутся, мясо прячется там, куда пальцы не проходят. Рука может рвать, зубы могут кусать, но этого мало. Просто удержите эту картину. Рядом есть голод, кости, пыль и несколько темных камней, которые пока ничем не отличаются от остальных. В такой сцене легко представить грубую случайность. Кто-то ударил, камень раскололся, край оказался острым. Готово начало технологии. Но это слишком удобная версия, потому что случайность может дать один острый кусок, а стоянка, где снова и снова появляются похожие отщепы, говорит уже о выборе. Камень берут не любой, удар наносят никуда попало, и главное, результат ищут глазами еще до того, как рука опускается вниз. Вот здесь становится интересно. Первый режущий инструмент не обязан был быть красивым. Он не похож на нож из витрины. Он мог быть неровным, тяжелым, почти уродливым. Но на его краю было то, чего не хватало телу. Короткая, острая линия, способная открыть шкуру и отделить мясо от кости. Теперь важная вещь. Камень нельзя просто разбить посильнее и ждать чуда. Если ударить в середину округлой гальки, она может треснуть как попало. Получится осколок, которым трудно управлять, а если найти место у края, где поверхность подходит под нужным углом, появляется ударная площадка. Звучит почти современно, но действие простое. Один камень становится молотком, другой держат так, чтобы удар вошел в край и пустил по нему трещину. В этот миг отлетает отщеп. Тонкий, не как бумага, конечно, но с кромкой, которая режет лучше зуба. На нем иногда остается выпуклость от удара, след силы, вошедшей в камень. Для археолога это потом будет подсказкой. Здесь не просто природный скол, здесь работала рука. И материал тоже решал. Базальт прочный, темный, тяжелый. Кварцит упрямый, зернистый, но может дать острый край. Хороший камень не крошится в пыль и не ломается, как гнилая ветка. Его выбирают, поднимают, проверяют весом. Возможно, без слов. Но не без понимания, потому что ошибка стоит еды. Слишком тупой край мнет шкуру. Слишком неудачный удар портит заготовку. Слишком мелкий осколок режет палец, а не тушу. И вот маленькая технология уже требует памяти. Где лежат подходящие камни, как они звучат при ударе, какой край получится после следующего скола. Самый сильный момент здесь не в камне, он в кости. На костях животных из ранних стоянок находят тонкие следы, которые идут не так, как следы зубов хищника. Зуб давит, дробит, оставляет ямки и рваные края. Острый каменный отщеп царапает иначе. Он оставляет узкую линию, будто кто-то быстро провел твердым лезвием там, где мясо крепилось к кости. В таких находках из Восточной Африки и похожих ранних комплексов археологи видят не просто мусор древней трапезы. Они видят последовательность действий. Сначала добраться до мяса, потом снять его с ребер, конечностей, суставов. Иногда добраться до костного мозга, потому что внутри кости спрятана жирная ценная еда. И да, самые ранние каменные орудия обсуждают осторожно. Есть более древние находки, есть споры о том, кто именно их сделал. Но сама связка ясна. Острый отщеп меняет правила возле туши. Он позволяет не ждать, пока природа сама откроет еду. Можно прийти к остаткам добычи раньше других. Можно срезать то, что зубы не берут. Можно унести куски, а не стоять над тушей слишком долго, пока рядом кружит опасность. В этот момент камень перестает быть просто предметом под ногами. Он становится продолжением рта, только вынесенным в руку. Чужими зубами, которые можно сделать заново. Кульминация этой истории могла выглядеть совсем тихо. Никакого костра, никакого победного жеста, никакой речи о будущем. Просто рука поднимает камень, ударяет по краю, и отщеп падает в пыль. Его берут двумя пальцами. Осторожно, потому что край уже опасен. Потом этот край входит в плоть, скользит по кости, цепляется, срывается, снова находит линию. Слышен сухой скрежет. Кто-то рядом смотрит не на тушу, а на руку, потому что стало понятно, нужный край можно получить. Не найти случайно раз в жизни, а сделать, когда он нужен. Вот это и есть шаг, который легко недооценить. Технология начинается не с красоты и не с сложности, она начинается с повторяемого приема.
Выбрать камень, найти угол, ударить так, чтобы трещина пошла туда, куда надо. Проверить край делом. Если не вышло, изменить удар. Позже появятся ручные рубила, наконечники, сверла, иглы, мастерские, шахты, металл. Но в самом начале стоит низкое солнце, сухая земля и отщеп, который делает недоступное доступным. Не потому, что он магический, потому что кто-то увидел в грубой гальке будущий острый край. Следующая тихая история тоже начнется с простой вещи в руке. Только на этот раз рука попробует не резать, а держать. История номер 2 начинается с почти смешной детали. В темной земле лежит тонкая косточка с крошечным отверстием у тупого конца. Ни копье, ни нож, ни украшение для вождя. Просто игла, такая маленькая, что ее легко потерять между пальцами. И все же вопрос неприятный. Зачем древнему человеку это отверстие, если можно было накинуть на плечи шкуру и переждать холод? Вот в этом и ловушка. Шкура греет, пока ты сидишь у огня, но стоит подняться, пойти против ветра, наклониться за дровами, понести ребенка или добычу, и теплый мех начинает жить отдельно от тела. Он топорщится, сползает, открывает запястья, шею, бок. Холод не входит сразу большой дверью, он лезет в щели. На ледниковой стоянке такая щель могла стоить пальцев, сна, сил на утренний переход. Поэтому перед нами не милый музейный предмет. Перед нами маленькая машина против сквозняка. Человек держит бледную заготовку, скребет ее кремнем, выводит острие, потом долго мучается сушком. Ошибка здесь простая и обидная. Нажал сильнее, кость треснула. Слишком близко к краю, конец сломался. Слишком грубо, нить будет рваться. И все это ради дырочки, которую глаз современного человека почти не уважает. Сделать такую иглу было не быстрым капризом у костра. Брали тонкую кость птицы или небольшого зверя, иногда раскалывали длинную кость на узкие пластинки. Заготовку шлифовали песком, камнем, собственной терпеливостью. Острие доводили так, чтобы оно не разрывало кожу, а раздвигало ее волокна. А ушко получали по-разному. Его могли прокалывать тонким кремниевым острием с двух сторон, осторожно встречая отверстия внутри. Могли сверлить вращением, подсыпая абразив, пока в кости не появлялась аккуратная темная точка. Звучит просто, пока не представишь пальцы на морозе. Они мерзнут, деревенеют, спешат. А спешить нельзя. Нитью чаще всего были не растительные нитки в нашем смысле, а сухожилия, жилы, тонкие полоски кожи, животные волокна. Сухожилие высыхает и становится жестким, но если его размочить, расщепить и скрутить, оно проходит через ушко и держит удивительно крепко. Потом оно снова подсыхает и как будто подтягивает шов. В этом есть суровая логика. Материал для нитки уже лежит рядом с мясом, шкурой и костями добытого животного. Ничего лишнего, никакого магазина. Только рука, зубы, камень и понимание, где именно одежда должна закрыться. И вот тут одежда перестает быть просто шкурой. Она становится вещью, сделанной под тело. Рукав можно сузить у запястья, капюшон собрать вокруг лица, штанину закрыть так, чтобы снег не забивался внутрь при ходьбе. Мех можно повернуть внутрь, кожу оставить наружу, а шов спрятать там, где он меньше трет. Это уже не украшательство, это расчет тепла. Когда человек идет по холодной степи, он теряет силы не только от голода. Тело тратит энергию на согрев. Плохая одежда крадет эту энергию каждый час. Хороший шов возвращает ее обратно в ноги, в дыхание, в возможность не останавливаться. Археологи видят это не по сценам из прошлого, конечно. Они смотрят на саму иглу. Под увеличением на костяном острие остаются сглаженные участки, микрориски, блеск от трения. У ушка появляются следы, будто тонкая нить снова и снова пилила край. Трассология не говорит нам, кто сидел у огня и о чем думал, но она показывает работу. Игла входила в мягкий материал, ее тянули, разворачивали, нагружали. Она не лежала для красоты. Она была занята делом, пока рука, которая ее держала, давно исчезла. Находки таких игл известны на стоянках верхнего палеолита в Евразии, от пещер Сибири до мест вроде Костенок. Самые ранние датировки иногда обсуждают осторожно, потому что слой, движение грунта и сохранность могут спорить между собой. Но сама картина не распадается. Там, где холод требовал закрытой одежды, появляется маленький костяной инструмент с ушком. Просто удержите эту картину. Человек не побеждает ледниковый мир одним большим изобретением. Он сидит на корточках и делает бирку в кости, потом протягивает через нее сухожилие, потом сшивает край меха с другим краем. Снаружи это почти ничего. Внутри этого почти ничего появляется рукав, капюшон, мешок для вещей, обувь, одежда для долгого пути. В какой-то момент мастер ломает одну иглу, откладывает вторую, дорабатывает третью.
Может быть, ругается коротко, без свидетелей, которых мы могли бы услышать. А через десятки тысяч лет археолог поднимает из земли тонкое острие и видит не только предмет, видит решение. Важное, тихое, упрямое. Шкура согревала человека у огня. Игла позволила унести это тепло с собой. А дальше нас ждет другая маленькая вещь, которая тоже кажется слишком простой, пока не понимаешь, сколько власти она дала руке. История номер 3 начинается не с охоты и не с копья. Она начинается с человека, который уже устал, хотя солнце только поднялось. У входа в глинобитный дом лежит плоский серый камень. На нем горсть жестких зерен, сухих, упрямых, почти бесполезных для голодного рта. Ладонь накрывает второй камень. Движение вперед, назад, еще раз и снова. Пыль цепляется к коже, зерно трещит, под камнем появляется желтая мука. Ничего красивого, никакого блеска. Но именно здесь происходит вещь, которая меняет день сильнее, чем удачная охота. Копье может принести мясо, если повезет. Зернотёрка дает еду тогда, когда зверя нет. В этом и странность. Самый тихий инструмент начинает спорить с самым эффектным. Рядом может лежать острое кремниевое лезвие, гордость мастера. Но утром вся семья смотрит не на него, смотрит на камень, на зерно, на руки, которые должны сделать жесткое мягким. Просто удержите эту картину. Поселение еще маленькое, дома пахнут дымом и сырой глиной, запасы спрятаны в ямах и корзинах. Люди уже знают, если семена растереть, их можно сварить в кашу, смешать с водой и спечь на горячем камне. И вдруг дикое растение перестает быть случайной находкой. Оно становится обещанием завтрака. Фокус в том, что зерно не сдается зубам просто так. Снаружи у него оболочка, внутри крахмал, и все это надо вскрыть. Ручная мельница делает это грубо и честно. Один камень неподвижен, другой давит и трёт. Между ними семя ломается, крошится, превращается в крупку, потом в муку. Это абразивное измельчение. Не резать, а стирать. Медленно, терпеливо, до послушного состояния. Археологи узнают такую работу по следам на камне. Поверхность становится сглаженной, на ней остаются микроскопические царапины, а иногда в порах камня находят зерна крахмала. Не целые колосья, не красивую картинку из учебника, а крошечные следы еды, застрявшие там, где рука человека трудилась день за днем. На некоторых древних стоянках такие находки уводят нас очень далеко назад, еще до привычной картины полей и деревень. Тут важно не перепутать. Люди не проснулись однажды земледельцами. Они долго пробовали, собирали, растирали, варили, снова пробовали. Зернотёрка была как проверка, стоит ли это растение усилий. Если после часа работы из него получается сытая каша, к нему начинают возвращаться. Потом его начинают беречь. Потом замечают, где оно растет лучше. И вот обычная пыль на камне постепенно тянет людей к одному месту. И вот здесь становится неуютно. Удобство не было подарком, оно требовало тела. Чтобы накормить нескольких человек, надо было сидеть низко, наклоняться, давить плечом, повторять одно и то же движение столько раз, что спина начинала жить отдельно от остального человека. Камень не жалел суставы, он не ускорялся от просьб, он просто ждал следующего нажима. В утреннем поселении это мог быть самый постоянный звук. Шорох, скрежет, короткий хруст зерна, снова шорох. Не крик битвы, не рев зверя. Домашний звук выживания. Но вместе с мукой в пищу попадало то, что никто не хотел есть. Мельчайшая каменная пыль. Она осыпалась с рабочей поверхности, смешивалась с крупкой, уходила в кашу и лепешки. Зубы платили за это годами. У людей, которые ели такую пищу постоянно, эмаль стиралась быстрее. Жевательная поверхность становилась плоской, появлялись трещины, боль, воспаление. Мы часто думаем о земледелии как о шаге к изобилию. Но первые шаги могли выглядеть иначе. Больше еды в запасе, зато больше однообразной работы и больше изношенных тел. Самое сильное последствие было тихим. Когда у тебя есть тяжелый камень, корзины зерна и место, где можно хранить урожай, ты уже не так легко уходишь. Камень держит не хуже стены. Кульминация этой истории не похожа на взрыв. Она сидит у порога и трёт зерно. Руки двигаются уже без раздумий. Рядом ребенок ждет, когда можно будет забрать лепешку. В яме под настилом лежит запас, за домом сушатся колосья. Взрослые знают, что сегодня они не нашли еду, а достали ее из вчерашнего труда. Это новый порядок дня. Сначала размолоть, потом замесить, потом накормить, потом снова думать о зерне.
Так пара камней меняет привычку тела и привычку поселения. Люди начинают ценить растения, которые дают много семян. Начинают расчищать место рядом. Начинают возвращаться к одним и тем же участкам. Не потому что кто-то произнес великую идею о будущем, а потому что утром нужна каша, а вечером нужен запас. Красивое копье остается важным. Оно все еще защищает и кормит. Но копье живет моментом удачи. Зернотерка живет повторением. В этом повторении рождается дом, кладовая, долгий счет сезонов и та самая зависимость от урожая, из которой уже трудно выйти. На камне остается желтая мука, на зубах остается износ, на земле остается поселение. И если искать день, когда зерно стало послушным, он не отмечен праздником. Он отмечен согнутой спиной у входа в дом. Следующая вещь будет еще тише, но она научит человека хранить не только еду. История номер 4 начинается с неприятного звука. Ни с охоты, ни с копья, ни с победы над зверем. У костра человек тянет на себя тяжелую влажную шкуру, а другой медленно ведет по ней каменным краем. Скребок цепляет жир, пленки, остатки мяса, и каждый раз слышно короткое шершавое «шх», будто кто-то стирает с холода его будущую одежду. Рядом лежат кремниевые сколы. На вид мусор, острые серые куски, которые легко потерять в золе. Но один из них держат иначе. Его не вонзают, им не рубят, им терпеливо счищают все лишнее, слой за слоем, пока мертвая шкура не перестает быть куском добычи и начинает превращаться в вещь. Вот здесь важно не промахнуться. Если оставить жир и пленки, шкура начнет портиться. Если снять слишком много, она порвется. Если высушить ее как попало, она станет жесткой, почти как доска. И тогда охота была удачной только наполовину. Мясо съели, а тепло потеряли. Мы привыкли думать о каменном веке через большие жесты – удар, огонь, мамонт. Но выживание часто прячется в совсем другом движении. В запястье, которое часами повторяет один и тот же угол. В кромке, которую надо вовремя поправить. В понимании, где шкура еще живая на ощупь, а где ее уже можно растягивать и сушить. Скребок не выглядит великим изобретением. Иногда это просто отщеп кремня с выпуклой рабочей кромкой. Иногда боковой край, подправленный мелкими ударами. Но в руке он становится продолжением пальцев. Не ножом для красивого разреза, а упрямым инструментом против гниения, холода и времени. Представьте себе эту работу без него. Можно тянуть пальцами, можно пробовать костью, можно срезать ножевидным краем. Но жир скользит, волокна цепляются. Кожа сопротивляется не как враг, а как мокрая, тяжелая вещь, которая не хочет становиться удобной. Скребок дает то, чего не хватает голой руке. Контролируемое давление на маленьком участке. И это не один героический удар. Сначала шкуру надо снять с туши так, чтобы не испортить. Потом убрать мясо и жир. Потом работать по внутренней стороне, где остаются пленки. Потом растянуть, подсушить, снова размять. В разных местах и в разные эпохи люди могли делать это по-разному, но сама логика упрямая. Шкуру надо победить не силой, а последовательностью. Маленькая ошибка видна не сразу. Сегодня край слишком глубоко вошел в кожу. Завтра там появится слабое место. Потом на морозе человек потянет одежду на плечо, и она расползется. А если это покрытие для укрытия, холод войдет внутрь не как образ, а как настоящий воздух, от которого немеют пальцы. Самое странное начинается уже не у костра, а в лаборатории. Археолог берет древний скребок, который молчал десятки тысяч лет, и смотрит на его кромку под увеличением. Не на форму в целом, на микроскопические царапины, блеск, сглаженные участки, крошечные выбоины. И вдруг камень перестает быть просто камнем. Так работает трассология. Если кромкой долго скребли сухую кожу, следы будут одни. Если резали мясо – другие. Дерево оставляет свой рисунок износа, кость – свой. Ученые сравнивают древние находки с экспериментами. Берут похожий кремень, работают им по шкуре, дереву, мясу, а потом смотрят, как меняется край. Это не магия, это внимательное чтение царапин. Конечно, один след не всегда дает безупречный ответ. Земля давит, вода меняет поверхность, время умеет путать улики. Но когда совпадают форма, износ и остатки на кромке, картина становится плотнее. Перед нами уже не абстрактный первобытный инструмент, а вещь, которой кто-то долго делал очень конкретную работу. И вот здесь скребок резко взрослеет в наших глазах. Он связывает охоту с одеждой, убитое животное с ночевкой в холоде. Каменный скол с мастерством, которое нельзя передать одним жестом. Надо показать, как держать угол, когда давить, где остановиться. Когда кромка затупилась, ее надо освежить новым ударом. Теперь вернемся к костру. Шкура лежит натянутая, влажная, тяжелая.
Человек ведет скребок почти под одним и тем же углом. Не спешит. Слишком резкое движение испортит край. Слишком мягкое ничего не снимет. Молодой помощник смотрит не на огонь, а на руки. Потому что это тоже обучение, только без слов и без урока. Снаружи темнеет. Холод подбирается к стоянке раньше, чем люди успевают закончить работу. На земле уже лежат сколы, обрезки, сгустки жира. Пахнет дымом, сырой кожей и мясом. Ничего торжественного. Просто грязная, нужная работа, от которой зависит, будет ли завтра чем укрыться. Кульминация этой истории не в том, что кто-то поднял камень. Она в моменте, когда мокрая шкура после долгого скобления наконец меняет характер. Она становится ровнее, податливее, чище. Ее можно растянуть, ее можно сушить, потом разминать, потом использовать как одежду, подстилку, стенку укрытия или часть ноши. Один грубый край открыл путь не к одной вещи, а к целой цепочке вещей. Поэтому скребок нельзя назвать примитивной безделушкой. Он был маленьким пунктом контроля между удачной охотой и пережитой зимой, между тушей и теплом, между случайной находкой кремня и навыком, который надо помнить руками. Следующая тихая история будет о другом простом движении, но после скребка уже трудно смотреть на мелкие камни, как на мусор. История номер 5 начинается с почти смешной картины. Взрослый человек сидит у воды и ничего не делает. Не бросает копье, не гонит рыбу в мелководье, не кричит другим, куда бежать. Просто держит в пальцах тонкое волокно, а на конце этого волокна висит маленькая изогнутая кость. Вот и все оружие против большой воды. Рядом влажные камни, рассвет еще низкий, поверхность озера или моря ровная, будто там вообще никого нет. Но человек смотрит не на всю воду, он смотрит на одно место, на едва заметные круги, на тень под самой кромкой, на то, как мелкая рыба дергается в стороне, когда под ней проходит что-то крупнее. До крючка рыбалка часто была делом удара. Нужно подойти, увидеть, попасть. Гарпун хорош, если вода прозрачная, рука твердая, а рыба оказалась достаточно близко. Сеть хороша, если у тебя есть много материала, много времени и место, где рыбу можно направить. А крючок странный, он не требует погони в каждую секунду. Он просит другого умения. Сначала надо понять, где рыба ходит, потом выбрать приманку, потом спрятать опасность в еде, и после этого сделать самое трудное – ждать. Важно понять одну вещь. Костяной крючок не был простой безделушкой, которую можно вырезать между делом. Для него нужна подходящая кость, рог или раковина, если речь о прибрежных местах вроде пещеры Сакитари на Окинаве, где нашли очень ранние раковинные крючки. Материал должен быть твердым, но не хрупким. Его надо шлифовать, прокалывать, выводить изгиб, оставлять острие. Ошибка в толщине, и крючок ломается. Ошибка в форме, и рыба сходит. Сам загиб работал хитро, почти без зрелища. Рыба брала приманку, тянула, разворачивалась, и острие входило в ткань пасти. Чем сильнее рыба дергалась, тем надежнее изгиб удерживал ее на линии. Не всегда, конечно. Вода забирала много попыток. Но теперь человек уже не зависел только от одного точного броска. Он мог поставить ловушку на поведение. Рыба любит корм у камней. Рыба возвращается к тени. Рыба берет то, что похоже на привычную добычу. И вот маленький предмет превращает знание привычек животного в еду. Звучит спокойно, но для голодной стоянки это огромная разница. Но крючок сам по себе почти бесполезен. Это неприятная правда. Маленькая кость требует целой цепочки других умений. Нужна леска, которая не расползется в воде. Значит, кто-то умеет выбирать волокна, сушить их, скручивать, проверять на разрыв. Возможно, где-то использовали растительные нити, где-то сухожилия, где-то комбинировали то, что давал берег. Археологи редко находят такие мягкие вещи целыми, поэтому здесь приходится говорить осторожно. Но без прочной линии крючок остается красивым мусором. Представьте себе этот миг. Волокно уходит в воду почти невидимой чертой. На ладони остается его дрожание. Сначала ничего, потом короткий рывок. Еще один. Человек не бьет сразу, как с копьем. Он чувствует, что на другом конце живое тело пробует уйти в глубину. Камень скользит под ступней, подросток рядом замирает. Вода вдруг перестает быть пустой. Теперь борьба идет не глазами, а через натянутую нить. Если потянуть слишком резко, крючок вырвется. Если отпустить слишком много, рыба уйдет в корягу или камни. В этой секунде инструмент учит человека дозировать силу. Вот почему крючок меняет не только меню, он меняет позу человека у воды. С гарпуном ты охотник в броске, с сетью ты часть группы, которая перекрывает путь. С крючком ты будто заключаешь маленький договор с местом.
Ты приходишь туда, где рыба уже бывает. Ты оставляешь ей выбор, но заранее меняешь цену этого выбора. Это не магия и не мгновенное изобилие. Крючки терялись, лески рвались, крупная рыба могла утащить работу многих часов. Зато удачная ловля давала пищу там, где наземная охота была рискованной, а моллюсков на берегу уже собрали. Такие находки из кости, рога или раковины в музейных коллекциях выглядят скромно. Иногда это просто темный маленький изгиб, похожий на обломок. Но в нем спрятана новая мысль. Добычу можно не только догнать, ее можно дождаться. Для этого нужны пальцы, терпение, память о воде и нить, которой доверяешь. На рассвете человек поднимает рыбу на камни, и берег на минуту становится тише. Маленькая кость победила не море, она победила случайность. А дальше нас ждет инструмент, который научил руку оставлять след прочнее голоса. История номер 6 начинается с почти смешного занятия. В темной мастерской у очага человек катает между ладонями палку и смотрит не на огонь, а на маленькую кость перед собой. Он не режет ее, не бьет, не скалывает край, как привык делать с камнем. Он пытается заставить дерево крутиться на одном месте, пока на кости не появится темная круглая точка. Сначала это выглядит как пустая трата сил. Ладони скользят вниз, палка заваливается, наконечник царапает поверхность и срывается в сторону. Песок хрустит под острием. Рядом можно представить другого человека, который уже давно сделал бы проще. Ударил, расколол, выбрал нужный осколок и пошел дальше. Так работал старый мир. Сломай лишнее, оставь полезное. Но здесь цель другая. Важно не отнять кусок. Важно пройти насквозь и не разрушить вещь. И это странный поворот. Потому что отверстие кажется пустотой, но именно эта пустота однажды станет самой полезной частью предмета. Просто удержите эту картину. Кость лежит на подкладке. Над ней палка с твердым каменным или костяным концом. Между ними песчинки. Человек давит, вращает, снова подсыпает абразив и слушает звук. Не звон удара, не треск раскола. Тихий скрип. Вот с этого скрипа начинается совсем иной способ думать о вещах. Чтобы понять силу этой находки, не надо сразу думать о сложных станках. Самый ранний принцип мог быть грубым и упрямым. Есть древко, есть наконечник, есть давление сверху, есть вращение. А еще есть песок, кварцевая крошка или другой твердый абразив, который делает грязную работу лучше самого наконечника. Острие не столько прокалывает, сколько перетирает. Каждая песчинка снимает крошечную часть материала. Слишком мягко нажмешь, и почти ничего не случится. Слишком сильно надавишь, и заготовка лопнет в самый обидный момент, когда круг уже виден. Поэтому мастер учится не силе, а чувству меры. Это звучит просто, на деле это новый навык тела. Есть еще одна хитрость. Если сверлить только с одной стороны, у выхода отверстия кость или камень может выломаться рваным краем. Тогда человек переворачивает заготовку и идет навстречу себе с другой стороны. Два темных кружка медленно сходятся внутри. Не идеально, не всегда ровно, но достаточно, чтобы через них прошел шнур, жилка, деревянный шип. И вот здесь становится неуютно. Мы привыкли думать, что прорыв начинается с большого предмета – копья, лодки, топора. А тут прорыв размером с ноготь. Маленький круг на кости меняет правила. До него предмет можно было держать, бросать, скоблить, резать. После него предмет можно привязать. И привязать значит больше, чем украсить. Да, через отверстие можно протянуть нити и сделать бусину. Можно носить зуб, раковину, кусочек камня, кость с отметиной. Украшение сразу видно на теле, поэтому оно кажется главным. Но отверстие работает тише и шире. Оно позволяет собрать предметы из нескольких частей. Каменный наконечник можно удержать на древке надежнее. Рукоять можно стянуть ремнем. Подвеску можно не потерять у воды или на переходе. Сломанную вещь можно иногда не выбросить, а перешнуровать, укрепить, заставить служить дальше. Мир предметов перестает быть набором одиночек. Археологи спорят о деталях разных находок, и это нормально, не каждую дырку легко отличить от случайного повреждения. Но следы вращения, кольцевые бороздки, износ на древних перфораторах и удачные опыты с копиями инструментов показывают главное. Люди не просто случайно пробивали материалы, они понимали, что круглая дырка может быть сделана намеренно. Теперь представьте ошибку. Заготовка красивая, тонкая, редкая. Ее долго шлифовали, берегли от удара, передавали из рук в руки. Сверло идет глубже, темная точка расширяется, песок скрипит суше. Еще немного. И вдруг короткий щелчок. Кость расходится трещиной. Вся работа исчезает не в огне, не в драке, а от лишнего нажима двух ладоней. Так технология учит терпению жестче любого старшего. Она не про удачу.
Она про повторение, угол, влажность песка, твердость наконечника и умение вовремя остановиться. Потом появляется более быстрый способ. Палку уже не просто катают ладонями, ее можно вращать тетивой, как маленькую ось в петле. Лук для сверления превращает движение туда-сюда в быстрое кружение. Руки меньше устают, оборотов больше, отверстия становятся послушнее. Не магия, механика. Но даже без такого приспособления важна сама идея. Человек впервые получает не только острый край, но и проход сквозь материал. Проход для шнура, для крепления, для подвеса, для соединения разных вещей, которые в природе рядом не держались бы. Вот почему первая намеренная дырка так важна. Она выглядит бедно, темное пятно, пыль, скрип, усталые пальцы, но через нее входит новый порядок. Бусины собираются в ряд, подвеска остается на шее, наконечник держится на рукояти. Камень, дерево, кость, кожа и сухожилия начинают работать вместе, как один предмет. До этого человек часто побеждал материал ударом, теперь он договаривается с ним вращением. Медленно, с риском, с потерями. Зато на выходе появляется вещь, которую нельзя было просто отколоть от камня или подобрать под ногами. В темной мастерской у очага мастер снова берет заготовку. На этот раз он давит мягче, сыплет песок, меняет сторону. И когда тонкий шнур наконец проходит сквозь круглое отверстие, в руках оказывается не кость с дыркой, в руках оказывается способ соединять мир. Следующая история будет еще тише. О лезвии, которое не рубило, а снимало с поверхности тонкую стружку. История номер 7 начинается с очень странного терпения. Человек сидит у плоского камня, льет на него воду и водит по нему другим камнем. Туда, обратно, снова туда, снова обратно. Вокруг сырой лес, под ногами грязь, рядом лежат ветки, которые давно можно было бы рубить обычным острым осколком. Но он не рубит, он шлифует. Часами. И это выглядит почти нелепо, если забыть, что перед нами не украшение, а будущий топор. Камень уже острый, его край отбили ударами, сняли лишнее, придали форму. Казалось бы, хватит. Бери рукоять, привязывай, иди к дереву. Но человек снова прижимает лезвие к мокрой плите, и серо-зеленая пыль расползается в воде мутной полосой. Вот здесь и появляется главный вопрос. Почему остроты стало мало? Неолитический лес не похож на картинку с редкими деревьями и удобной тропой. Это влажная живая стена, стволы, корни, кусты, поваленные деревья, заболоченные низины. Если ты хочешь поставить дом, сделать загон, выдолбить лодку или просто открыть место для поля, тебе нужно не один раз ударить по ветке. Тебе нужно снова и снова входить камнем в дерево. И дерево сразу проверяет инструмент на честность. Первый удар с колотым краем может быть красивым. Короткий хруст, светлая щепка, чувство победы. А потом начинается неприятное. Острый скол тонок и капризен. Он хорош, когда режет мясо, кожу или мягкий материал. Но дерево не просто режут, по нему бьют. Вся сила руки, плеча и рукояти влетает в маленькую линию камня. Край встречает волокна, сучок, перекос удара, и от него отлетают крошки. Еще удар, еще выщербина. Вроде бы топор есть, а лезвие уже похоже на сломанную пилу. Важно понять одну вещь. Шлифовка не делает камень железом, она делает край спокойнее. У отполированного лезвия меньше случайных выступов, меньше микротрещин, меньше мест, где удару удобно начать разрушение. Форма становится плавной, а сила проходит через лезвие ровнее. Если камень еще и правильно посажен в деревянную рукоять, он работает не как острый обломок в кулаке, а как система. Рука разгоняет рукоять, рукоять несет вес. Камень входит в древесину и не разваливается от каждого промаха. Звучит просто, но за этой простотой стоят мокрые ладони, стертая кожа и однообразное движение по шлифовальной плите. Туда, обратно. Не ради блеска, ради удара, который повторится сотни раз. Теперь удержите эту картину. Перед человеком стоит дерево толщиной с его бедро. Ни гигант, ни чудовище, просто дерево, которое мешает будущей стене, огню или лодке. Он поднимает топор и бьет немного наискось. Мокрая кора темнеет. Второй удар вынимает щепу. Третий попадает рядом, и в стволе появляется маленькая пасть. Работа медленная, очень медленная. Но раньше это было почти издевательство над руками. А теперь стало задачей, которую можно довести до конца. В этом и был поворот. Полированный топор не сделал лес слабым, он сделал усилие надежным. В археологических коллекциях такие лезвия часто лежат тихо, за стеклом, гладкие, аккуратные, иногда почти красивые. Но их следы износа рассказывают не о витрине. На кромках ищут сколы, полировку от древесины, потертости от рукояти, следы ремонта.
Где-то топор был перешлифован после повреждения, где-то край изменился от долгой работы. По отдельным находкам спорят, потому что не каждый гладкий топор обязательно рубил лес каждый день. Часть могла быть обменным предметом или знаком статуса. Но сама технология слишком практична, чтобы быть только красивой. Когда люди научились вкладывать время в лезвие заранее, они будто договорились с будущей работой. Сегодня шлифуешь камень, завтра у тебя есть балка, послезавтра есть просека. Потом появляется лодка, которую выдалбливали не желанием, а ударами. И вот здесь топор перестает быть просто вещью в руке. Он начинает менять место вокруг людей. Не сразу, не одним великим утром. Сначала падает одно дерево, потом еще одно. Из ствола вытесывают деталь для дома, из другого делают корыто или заготовку для лодки. На краю поселения становится больше света, суше земля, легче пройти с ношей. Лес отступает не потому, что человек стал сильнее медведя, а потому, что он научился тратить время на форму инструмента. Самое удивительное, что в этой истории почти нет громкого момента, нет искры, нет плавки, нет блеска металла. Есть камень, вода и упрямое трение. Где-то в горах, вроде знаменитых мест добычи зеленоватого камня в Британии, заготовки топоров делали и уносили далеко от источника. В других землях люди шлифовали местный материал, подбирали рукояти, меняли угол посадки, учились на сломанных кромках. Технология расходилась вместе с земледелием, оседлой жизнью и тяжелой работой по дереву. Полированное лезвие не победило природу. Это было бы слишком громко. Оно просто позволило человеку возвращаться к одному и тому же стволу, пока тот не сдастся. А потом к следующему. Так каменный топор стал инструментом дома, лодки и просеки. Камень остался камнем, но человек научил его держать удар. А следующая тихая история начнется с вещи еще проще, потому что иногда меняет мир не острый край, а отверстие, в которое продели нить. История номер 8 начинается со странной ошибки. Человек стоит у поваленного ствола и бьет по нему так, будто хочет победить дерево силой. Удары тяжелые, прямые, злые. Щепа летит наружу, кора рвется, ладони немеют. Но лодка не появляется. Получается просто израненное бревно. На берегу реки это была не мелкая неудача. Если ствол надо расколоть, топор помогает. Если надо отрубить ветку, тоже. Но внутри будущей лодки нужна пустота, длинная и ровная, чтобы человек сел в нее, а вода осталась снаружи. И вот тут привычный удар начинает мешать. Просто удержите эту картину. Темный ствол лежит рядом с водой. В середине уже выжгли углубление, уголь крошится черными хлопьями. Молодой помощник приносит сухие ветки. Мастер смотрит не на край бревна, а внутрь. Ему надо не разрушить дерево, а вынуть лишнее. Вот это и есть поворот. Дерево впервые становится не стеной, которую надо пробить, а материалом, из которого выбирают форму. Для такой работы нужен другой жест. Не широкий замах топора сбоку, не удар в линию волоком, а короткое движение сверху и к себе, под углом, чтобы лезвие подцепило тонкую щепу и отпустило ее. Важно понять одну вещь. Тесла похожа на родственника топора только издалека. Каменное лезвие у него стоит поперек рукояти, как маленькая поперечная кромка на конце руки. Когда мастер опускает его, удар идет не в бок, а вниз и немного на себя. Лезвие как бы срезает древесину ложкой, только ложка каменная и очень упрямая. У топора другая логика. Он врубает клин между волокнами, колет, разделяет, валит. Это прекрасно, если надо свалить дерево или отсечь часть. Но внутри ствола такой удар быстро превращается в беду. Он цепляется слишком глубоко, оставляет рваные ямы, может пустить трещину туда, где должна быть стенка лодки. Тесла ведет себя иначе. Его короткий и косой удар снимает слой за слоем. Сначала обугленную корку после огня, потом мягкую древесину под ней, потом уже более точные полосы, когда до борта остается совсем немного. Мастер слышит разницу. Глухой звук говорит, что там еще толсто. Более звонкий, сухой, опасный звук предупреждает: хватит, дальше будет дырка. Археологи осторожно спорят о деталях таких работ, потому что дерево редко живет тысячи лет. Но сами каменные Тесла, следы износа на кромках и древние долбленные лодки дают понятную связку. Там, где надо сделать вогнутую поверхность, прямой рубящий инструмент становится грубым, поперечное лезвие дает контроль. Самое интересное здесь не камень. Камень можно наточить, рукоять можно перевязать заново. Самое трудное спрятано в голове и в запястье. Нужно догадаться, что одна и та же древесина требует разных вопросов. Где ее разрубить, где оставить, где снять совсем немного. С лодкой цена ошибки особенно жесткая.
Ствол выбирают долго, тащат тяжело, сушат осторожно, обжигают не спеша. Огонь помогает, но он не делает лодку сам. Он только размягчает середину, превращая часть дерева в уголь. Дальше человек снова наклоняется над черной выемкой и начинает выбирать пустоту вручную. Представьте один такой момент. Тесла входит слишком круто, кромка застревает, рукоять дергает кисть. И еще один такой удар, и борт треснет. Мастер меняет угол, удар становится короче. Щепа отлетает уже не рваным куском, а тонкой выгнутой пластинкой. Внутри ствола появляется ровная ложбина. Звучит почти незаметно. Ни колесо, ни металл, ни большая печь. Но именно такие тихие поправки делали быт другим. Тем же принципом можно было выдолбить корыто, подровнять балку, снять неровность с половицы, сделать деревянную поверхность не плоской, а удобной для тела, воды, зерна, огня. Тесла не просто била. Она учила дерево принимать форму. Когда смотришь на готовую долбленную лодку в музее, легко обмануться. Она окажется простой. Бревно, выемка, нос, корма. Но за этой простотой стоит много решений, которые нельзя принять грубой силой. Толщина борта должна держать воду и не быть неподъемной. Дно должно быть достаточно ровным. Внутри не должно остаться острых бугров, которые мешают сидеть и грести. Зеленоватое каменное лезвие в витрине выглядит маленьким, иногда даже слишком аккуратным для большой работы. Но в руке оно было не украшением, а способом думать о материале. Поперечная кромка позволяла идти по вогнутой поверхности, снимать лишнее послушными слоями и не перерубать то, что должно остаться целым. И вот почему Тесла нельзя считать просто топором с другой ручкой. Топор чаще отвечает на вопрос «как отделить». Тесла отвечает на другой вопрос «как выбрать». Это разница между сваленным стволом и лодкой, между куском дерева и вещью, у которой есть внутренняя пустота. На берегу мастер наконец останавливается. В стволе темнеет длинная полость. Помощник проводит рукой по обожженной стенке и уже понимает, где человек сможет сидеть. Река рядом делает то, что делала всегда, но теперь у дерева появился шанс поплыть. Следующая история будет о другом тихом изобретении, о том, как человек научился не только резать мир, но и связывать его. История номер 9 начинается с вещи, которую легко принять за мусор. Не с красивого горшка на музейной полке, не с ровного узора под стеклом, а с черного, закопченного черепка, который лежит у старого очага, так будто его вчера вытащили из золы и забыли. Край неровный, стенка толстая, на поверхности след от веревки или пальца. Никакой роскоши, просто грязная глина, пережившая огонь. И вот странность. Такие вещи появляются у людей, которые еще не живут в привычной картинке с полями, заборами и амбарами. Они охотятся, ловят рыбу, собирают орехи, корни, моллюсков. Их дом может быть сезонным. Сегодня здесь, у воды, завтра дальше. Казалось бы, зачем им тяжелый хрупкий сосуд? Его не повесишь легко на плечо. Он бьется, он требует времени, его надо слепить, высушить, обжечь, а потом еще тащить или оставлять в лагере. Но у этого черепка есть след, который важнее узора. Копоть. Она говорит не о красоте, а о работе. Сосуд стоял рядом с огнем или прямо над жаром. Внутри могли кипеть вода, жир, размягченные растения, рыбный бульон. И тут комок глины перестает быть посудой в нашем домашнем смысле. Он становится машиной для тепла. Очень простой, очень медленной, но меняющий меню сильнее, чем кажется. До такого сосуда у человека уже были емкости. Кожа, дерево, береста, плетеные корзины, ямы в земле. Можно носить ягоды, можно держать сухие орехи, можно сложить ракушки, но попробуй вскипятить в этом воду. Плетеная стенка просит одного – не ставь меня в огонь. Кожа терпит многое, но не любит прямой жар. Дерево можно выдолбить, только огонь все равно рядом, а не внутри. Да, воду можно нагревать горячими камнями. Раскалил, бросил в яму или деревянную емкость, подождал, снова раскалил. Это работает, но каждый раз ты таскаешь камни, следишь, чтобы они не лопнули, вынимаешь остывшие. А теперь появляется другое решение. Глина, обожженная в огне, уже прошла через испытание жаром. Она не становится неуязвимой, ранние сосуды могли трескаться, протекать, крошиться. Но она держит форму и позволяет поставить воду ближе к теплу. Важно понять одну вещь. Варка не просто делает еду теплой, она вытягивает из костей и рыбы жир. Размягчает корни и жесткие растения, убивает часть опасной мелкой жизни в воде и пище, делает съедобным то, что сырым было бы тяжелым, горьким или почти бесполезным. Это не уютная кухня.
Это способ получить больше калорий из того же места, где вчера приходилось выбирать только самое мягкое и очевидное. Самые ранние находки керамики ведут нас не к первому фермерскому двору, а в пещеры и стоянки Восточной Азии. В китайской пещере Сянь-Жэньдун археологи нашли очень древние черепки, и их возраст уходит примерно к 20 тысячам лет назад. Это время еще далеко от привычного земледельческого мира. Ледниковый климат, перемены в добыче, люди ищут способы выжать из пищи больше. Позже на японских стоянках ранней культуры дзюмон сосуды тоже говорят не только формой. Исследователи смотрят на пригоревшие корки и жирные следы, оставшиеся в стенках. Там находят признаки приготовления водной пищи, в том числе рыбы и морских ресурсов. Осторожно, скажем так, не каждый сосуд можно прочитать до последней ложки, но общее направление видно хорошо. Люди варили. Просто удержите эту картину. У очага сидит человек и следит не за пламенем, а за стенкой сосуда. Если треснет, вода уйдет в золу. Если перегреть слишком быстро, труд пропадет. Если получилось, внизу булькает то, что раньше пришлось бы грызть, сушить, бросать или есть с риском. Пар поднимается над темной водой, жир собирается пятнами. Запах рыбы, дыма и мокрой глины держится у лица. В эту секунду горшок не украшает жизнь, он спорит с голодом. Вот почему вопрос звучит неправильно, если спросить, зачем охотникам и собирателям посуда. Они не заводили сервиз. Они решали задачу, которую нельзя было решить корзиной. Нужна была емкость, способная дружить с огнем, водой и временем. В ней можно было вымачивать желуди, чтобы убрать лишнюю горечь, держать жидкость дольше, чем в рыхлой плетенке, варить кости, растения, рыбу, моллюсков. Возвращаться к очагу и находить не просто остатки, а запас. Цена у этой технологии тоже была. Сосуд тяжелый, его страшно уронить. Его производство требует места, подходящей глины, терпения при сушке и правильного огня. Значит, такая вещь особенно хорошо подходит там, где люди возвращаются. У реки, у озера, у берега с рыбой и ракушками. Не обязательно поле и амбар. Иногда достаточно богатого места, куда стоит прийти снова. Поэтому первый горшок лучше представлять не целым и нарядным, а треснувшим, закопченным, с прилипшей пищей внутри. Именно такие следы и помогают понять его смысл. Орнамент пришел не вместо пользы, а поверх нее. Сначала была стенка, которая удержала кипяток. Потом появились привычки, рецепты, запасы и новые ожидания от огня. Маленький черепок у очага выглядит бедно, но в нем уже слышно будущее кухни. Дальше человек научится менять не только пищу, но и сам материал мира. История номер 10 начинается с ямы в камне. Ни с огня, ни с ножа, ни с охоты, а с неглубокой выемки, куда кто-то снова и снова бросает сухие семена. Рядом лежит тяжелый округлый камень. Его поднимают, опускают, еще раз. Стук получается глухой, будто по земле ударили костью. Сначала кажется, что человек просто сердится на еду, но именно здесь появляется странная мысль. Пищу можно не только разрезать или поджарить, ее можно долго ломать ударом, пока она не станет другой. Утро у входа в жилище. Свет идет низко, цепляется за пыль на пальцах. В корзине лежат корни, орехи, жесткие зерна дикорастущих трав. Все это можно жевать, да, только зубы быстро устают, желудок спорит, часть еды проходит почти даром. И вот рука берет пёст. Некрасивый инструмент, не вещь для обряда, а просто камень, который удобно держать. Важный поворот выглядит скучно. Никто не кричит, никто не объявляет открытие. Просто после многих ударов жесткая россыпь становится крошкой, потом мукой, потом влажной массой, если добавить воды. И человек впервые видит, из того же самого ландшафта можно вытащить больше еды, если перед едой заставить ее уступить. Теперь важно понять одну вещь. Каменная ступка не делает еду вкусной по волшебству. Она работает грубо и честно. Удар раскалывает оболочку семени, растирание раздавливает внутреннюю часть. Крахмалистые зерна, корни и клубни становятся доступнее для воды, огня и зубов. Орехи отдают жир, семена перестают быть маленькими твердыми снарядами, которые организм не успевает разобрать. Это не кухня в нашем смысле, это переговоры с твердостью. Ударил плохо, останутся куски. Перетер слишком сухо, пыль улетит в воздух и часть труда пропадет. Добавил немного воды, масса начинает липнуть, ее уже можно греть на камне, мешать с другими растениями, сушить лепешкой или варить как кашу. И тут обычный камень меняет расписание дня. Раньше добыча пищи часто решалась сразу. Нашел, сорвал, съел, понес дальше. Теперь появляется промежуток. Надо сидеть, толочь, слушать однообразный звук, следить, чтобы в ямку не попал песок.
Это труд, от которого ноют плечи, но плата за него огромная. Жесткие растения, которые вчера были последним вариантом, сегодня становятся запасом. Не самым праздничным, зато надежным. Археологи находят такие вещи не как блестящие сокровища. Они выглядят почти обидно просто. Каменные чаши, плиты с углублениями, тяжелые пёсты, рабочие поверхности, стертые до гладкости. В местах вроде древних стоянок Леванта, у натуфийских поселений, такие камни связывают с обработкой дикого зерна и других растений. В более ранних находках следы тоже спорят с нами. Крахмальные остатки, микроскопические царапины, блеск от долгого трения. Даты и маршруты появления таких инструментов не всегда сходятся ровно, но сама логика повторяется в разных местах. Если вокруг есть твердая съедобная мелочь, рука рано или поздно ищет камень потяжелее. И вот здесь становится неуютно. Мы привыкли думать, что запасы начинаются с поля. Посеял, вырастил, собрал, но ступка подсказывает другую лестницу. Сначала человек учится не выращивать больше, а извлекать больше из уже найденного. Собрать горсть семян мало, надо сделать так, чтобы эта горсть насытила. Можно принести домой корни, высушить их, потом растолочь и держать до плохого дня. Можно смешать разные растения, чтобы еда стала мягче для ребенка или старика. Камень не просто давит семена, он растягивает время между голодом и сытостью. Представьте финал этого движения без торжественности. Человек сидит у входа в жилище, вокруг еще прохладно, а внутри каменной ямки уже собирается светлая крошка. Пёст поднимается невысоко, потому что силы надо беречь. Он падает точно. Тук. Потом скребущее движение по дну. Еще удар. Еще круг. Под пальцами масса меняется. Сначала колется, потом шуршит, потом липнет. В эту секунду можно понять почти все. Не надо ждать удачной охоты. Не надо съедать корни сразу, пока они не высохли окончательно. Не надо отдавать зубам всю работу, которую может сделать камень. Да, это медленно. Да, спина будет болеть, но у очага появится миска мягкой еды, а рядом останется немного сухого порошка на потом. Из таких незаметных побед складывается новая привычка. Еду можно готовить заранее, делить, хранить, возвращаться к ней вечером. Каменная ступка не выглядит как изобретение, которое меняет вид. Она не режет воздух, не сверкает, не движется сама. Но она учит человека терпеливому трюку – повторять одно и то же, пока мир не станет съедобнее. Следующая история будет о вещи еще проще на вид. О том, как линия на материале помогла руке держать форму. История номер 11 начинается с вещи, которую почти невозможно поднять из земли. Ни с копья, ни с каменного топора. С тонкой серой нити, которая рвется от одного резкого движения. На сыром берегу лежат сухие стебли крапивы. Человек проводит по ним костяным ножом, снимает грубую кожицу, вытягивает мягкие волокна и пробует потянуть. Ничего особенного, волокно сдается. Оно слабое, капризное, почти мусор. И вот тут странность. Эти слабые волоски начинают скручивать на бедре, ладонью вперед, потом обратно, снова вперед, снова обратно. Через минуту в руках уже не пушистая дрянь, а шнур. Он держит. Ни железо, ни кость, ни дерево. Просто несколько тонких линий, которые договорились тянуть вместе. Важно поймать этот момент. Человек не нашел готовую веревку в природе. Он увидел, что сила может появиться из повторения, из движения пальцев, из скрутки. Один стебелек подводит, два тоже. А много волокон, закрученных друг вокруг друга, уже сопротивляются так, будто это новый материал. И это не красивая мелочь для корзинки. Это тихий механизм, который меняет, как можно нести, ловить, связывать и строить. До веревки мир упрямо распадается на отдельные предметы. Камень отдельно, древко отдельно, шкура отдельно, добыча отдельно от плеч человека, который должен дотащить ее до стоянки. Можно держать руками, можно прижимать локтем, можно зажать зубами. Но руки быстро заканчиваются. И охота тоже. Копье без крепления хуже слушается. Лезвие без обмотки вылетает. Шкура без шва остается просто куском шкуры. Ловушка без петли не ловушка, а надежда. Поэтому тонкий шнур выглядит скромно только для нас. Для человека у берега это почти вторые пальцы, которые можно оставить работать вместо себя. Петля ждет зверя, пока охотник ушел. Узел держит сверток, пока человек идет. Обмотка прижимает каменный наконечник к древку, пока рука делает удар. Простая штука, но она впервые позволяет соединять разные материалы в один замысел. И вот здесь становится интересно. Археологи редко находят саму веревку, потому что растение гниет, уходит в землю, исчезает без красивой позы. Зато остаются отпечатки.
Следы шнура в мягкой глине, вмятины на предметах, крепления, которые не имели бы смысла без обмотки. Веревка исчезает, а ее работа остается видимой. Как будто инструмент стерся из кадра, но все вокруг еще держится на нем. Секрет не в том, что волокон много. Если просто сложить их пучком, они разъедутся и порвутся одно за другим. Секрет в встречной крутке. Представьте себе прядь, которую закручивают в одну сторону, а потом соединяют с другой такой прядью и заставляют их обвиваться уже в обратную сторону. Звучит почти нелепо, но именно это удерживает шнур от расползания. Одна часть хочет раскрутиться туда, другая тянет обратно. Натяжение распределяется по длине, и рывок уже не приходится на один несчастный волосок. Он проходит через весь пучок. Поэтому пальцы на бедре делают не украшение, а расчет без чисел. Чуть слабее крутка, и шнур рыхлый. Чуть сильнее, и он жесткий, ломкий, неудобный. Нужно чувствовать материал. Сухая крапива ведет себя не так, как липовая лыка или сухожилие. Влажное волокно слушается иначе, чем пересохшее. Ошибка видна сразу. Узел ползет, петля распускается, наконечник шатается в самый плохой момент. И все равно эта технология повторяется снова и снова, потому что награда огромная. Из коротких волокон можно сделать длинную линию. Из линии сделать сеть, из сети получить рыбу, которую руками не возьмешь, из шнура сделать подвес, ремень, шов, тетиву, обвязку. Мир перестает быть кучей отдельных вещей, его можно связать. А теперь просто удержите эту картину. Вечереет у воды. На земле лежит не великий памятник, не идол, не оружие вождя, а моток грубого шнура, немного неровный, с торчащими волокнами. Рядом человек тянет его двумя руками и слушает, выдержит или нет. Шнур скрипит, волокна внутри смещаются. Узел темнеет от влаги. В этот миг решается очень практичная вещь. Унесут ли мясо, удержится ли наконечник, не развалится ли укрытие, сработает ли петля ночью. Вот почему веревка так важна. Она не выглядит как изобретение, потому что у нее нет грозной формы. У ножа есть лезвие, у копья есть острие, у веревки есть только длина и послушание. Но именно она позволяет предметам стать системой. Камень больше не просто камень, если его можно привязать. Шкура больше не просто шкура, если ее можно прошить. Ветка больше не просто ветка, если из нее получается рама, ловушка или переноска. Мы часто ищем начало технологий в твердых вещах, которые хорошо сохраняются. В камне, кости, обожженной глине. А рядом с ними почти всегда была мягкая вещь, которая сгнила первой. И, может быть, поэтому ее легко недооценить. Веревка не просила внимания. Она просто держала мир, пока руки были заняты. Дальше будет предмет заметнее, но не обязательно важнее. История номер 12 начинается с почти смешной вещи. Человек держит копье, но бросать его как копье не собирается. В другой руке у него короткая планка, тонкая, легкая, с маленьким крючком на конце. Если увидеть ее отдельно, можно решить: обломок, игрушка, ложка без чашечки, ничего грозного. И вот в этом вся странность. На открытой равнине, где ветер режет лицо, такая палка могла значить больше, чем сильное плечо. Перед человеком не мишень на тренировке. Там крупное животное, тяжелое, нервное, живое. Подойти ближе значит получить удар рогом, копытом или массой тела. Отойти дальше значит промахнуться. Обычный бросок требует компромисса. Или риск, или слабая дистанция. И тут в ладони появляется деталь, которая будто спорит с телом. Не новая мышца, не более тяжелое оружие. Просто добавка к руке. Важно удержать эту картину. Длинный дротик лежит на метательной палке, задний конец опирается в крючок. Кисть сжимает древко и рукоять вместе. Все еще тихо, и еще ничего не летит. Но сила уже готовится пройти не тем путем, к которому привыкло тело. До такой палки люди, конечно, уже умели метать древки. Это не история про внезапное озарение на пустом месте. Рука, плечо, корпус, шаг вперед – все это работало давно. Но у броска рукой есть предел, и он очень земной. Дротик разгоняется только на том пути, который ему дает тело. От замаха до момента, когда пальцы отпускают древко. Путь короткий, время короткое, ошибка заметна сразу. Теперь добавим к этому короткую планку. Она не толкает дротик сама, в ней нет тайной силы, но она удлиняет рычаг. Кисть проходит дугу, конец копьёметалки проходит дугу еще шире, а дротик получает лишние мгновения разгона. Маленький крючок держит его сзади и передает толчок до самого последнего момента. Получается почти обман зрения. Человек махнул рукой, а будто махнул рукой длиннее. Вот почему грубая сила здесь не главное. Сильный бросок без такой планки может быть резким, но коротким.
Бросок с копьем-металкой растягивает ускорение. Дротик выходит быстрее, летит дальше и сохраняет опасность там, где голая рука уже просит подойти ближе. Для охотника это неудобство. Это дистанция между ребрами животного и собственными ребрами. Археологи находят такие вещи не как целые наборы из учебника, а как упрямые остатки. Кость, рог, резной крючок, иногда звериная фигурка на рукояти. В Европе особенно часто вспоминают мадлинские находки. Верхний палеолит, ледниковый холод, стоянки, где рядом с орудиями остаются следы долгой работы руками. Самые ранние даты и маршруты распространения спорят между собой, и это нормально. Дерево сохраняется плохо, а именно деревянные копьёметалки могли исчезнуть без следа. Но сама идея видна ясно. Кто-то смотрел не только на острие. Кто-то понял, что можно менять не добычу, не руку и даже не весь дротик, а место, где сила входит в оружие. Это тонкое инженерное решение. Резчику нужно сделать крючок таким, чтобы он не сорвался слишком рано. Дротик должен быть достаточно легким и гибким. Баланс важен. Слишком грубая древка не оживет в полете, слишком слабая поведет в сторону. И вот здесь становится неуютно. Перед нами не дикарь с палкой, а человек, который настраивает систему. Плечо, кисть, планка, упор, древко, наконечник. Ошибка в одном месте портит весь бросок. Значит, были пробы, были неудачи. Были дротики, ушедшие в снег. А теперь вернемся на равнину, в тот миг, ради которого все это точили и проверяли. Охотник делает шаг, плечо уходит назад. Дротик лежит вдоль палки почти спокойно, будто еще сомневается. Потом корпус разворачивается, кисть несет рукоять вперед, крючок толкает задний конец древка. Воздух режет тонкий свист. В последнюю долю движения пальцы отпускают, но копьёметалка еще успевает добавить скорость. Дротик срывается вперед не тяжелым бревном, а длинной быстрой линией. Человек остается дальше, чем мог бы остаться с одним копьем. Вот цена изобретения. Меньше героического сближения, больше холодного расчета. Для нас это может выглядеть скромно. Какая-то палка рядом с копьем. Но в ней спрятан принцип, который потом будет повторяться снова и снова. Не всегда надо становиться сильнее. Иногда надо удлинить путь силы. Копьёметалка не отменила риск, голод и промах. Она просто дала телу дополнительный рычаг и несколько безопасных шагов. В ледяном мире этого хватало, чтобы вернуться к огню. А следующая история начнется с другой тихой хитрости. Человек поймет, что резать можно не только острым краем, но и правильным углом. История номер 13 начинается с очень странного серпа. Он не похож на ту железную дугу, которую легко представить в руке жнеца. Это скорее грубая ручка с маленькими каменными зубьями, будто кто-то вставил в дерево ряд темных осколков и решил спорить с целым полем. Смешно звучит, но именно такая вещь меняла движение ладони. Сухая трава в Ливанте цепляется за ноги. Колосья еще не стоят ровными полосами, как на будущем поле. Они растут пятнами, упрямо, вперемешку с другой травой. Человек наклоняется, собирает стебли в горсть и режет не один, а сразу несколько. Вот здесь важно удержать картину. Это еще не фермер в нашем смысле. Это собиратель, который пришел за диким зерном. Но его рука уже делает движение будущей жатвы. До такого движения можно было просто рвать. Можно было обрывать колосья пальцами, выбивать зерна, срезать отдельные стебли острым камнем. Все это работает, пока перед тобой немного еды. А если впереди склон, где сухие злаки шумят на ветру, пальцы быстро начинают проигрывать. Они устают, они теряют зерно, они режутся о сухие края стеблей. И тогда появляется маленькая хитрость. Небольшой новый предмет, не блестящее изобретение, а несколько коротких кремниевых пластинок. Их вставляют в паз рукояти, одну за другой. Камень берет на себя рез, рука берет на себя ритм. И охапка диких злаков впервые начинает вести себя не как случайная находка, а как работа, которую можно повторить завтра. Секрет этого серпа не в форме, а в сборке. Кремень сам по себе острый, иногда пугающе острый. Но отдельный осколок неудобно держать долго. Он выворачивается, давит в пальцы, ломается не вовремя. Рукоять решает эту простую, почти домашнюю проблему. В дерево или кость делают узкий паз, кладут туда пластинки и закрепляют липкой массой. Смолой, битумом, тем, что держит лучше голой веревки. Получается составное орудие. Не один каменный нож, а маленькая система. Один зуб сломался, другой продолжает резать. Пластинку можно заменить, угол можно подобрать. Для позднего каменного века это очень взрослая мысль. Не искать идеальный цельный предмет, а собрать нужное действие из частей. И действие меняется.
Раньше рука хватала, дергала, обрывала, теперь она подводит серп ниже колосьев и тянет на себя. Стебли собираются в пучок, шуршат, ложатся в ладонь. На кромках кремня остается то, что археологи спустя тысячи лет будут рассматривать почти как отпечаток движения. Этот след называют серповым блеском. Он не украшение и не случайная полировка об песка. Когда лезвие режет стебли злаков, богатые кремнеземом, край постепенно становится гладким, шелковистым, будто его долго терли тончайшей пылью. На темном кремне этот блеск виден особенно странно. Маленькая полоска света говорит: здесь резали растения. Ни мясо, ни кожу, ни дерево. Стебли. Самое интересное начинается не в момент, когда люди уже сеют поля. Серпы появляются рядом с более ранней привычкой – ходить туда, где злаки выросли сами. В Леванте такие находки связывают с натуфийскими поселениями и еще более древними следами использования растений. С датами там надо быть аккуратным, потому что спор идет не о красивой легенде, а о крошечных следах на камне. Но смысл спора очень земной. Если у тебя есть серп, ты начинаешь смотреть на траву иначе. Не просто как на место, где можно что-то сорвать. Ты видишь, когда стебли созрели, где их больше, как удобнее подойти, сколько людей нужно, чтобы успеть до осыпания зерна. Орудие не только режет, оно приучает ждать правильного дня. Здесь и появляется тихий поворот. Человек еще не обязательно владеет полем, но уже считает его по охапкам. Он помнит склон, он возвращается. Он понимает, что зерно, упавшее рядом с жилищем, может прорасти. Это не мгновенное открытие земледелия. Никто не просыпается утром с готовым планом неолита. Просто рука, рукоять и каменные зубья делают сбор быстрее, плотнее, надежнее. Цена ошибки тоже была простой. Срежешь слишком рано – получишь пустые колосья. Опоздаешь – зерна осыплются в пыль. Плохо закрепишь пластинки – серп начнет терять зубья прямо в траве. И вот человек сидит у огня, снова греет смолу, снова вдавливает кремень в паз. Не потому что любит мастерить, потому что завтра сухой склон не будет ждать. Попробуйте услышать этот звук. Ни звон металла, его еще нет, ни ровный свист косы, скорее сухое шуршание, короткое трение камня по стеблям, хруст ломкой травы в ладони. Пучок за пучком, наклон, рез, шаг. Солнце печет затылок, пыль липнет к коже, а в руке темнеют маленькие кремниевые зубья. К вечеру у жилища лежит не просто еда, лежит запас, который надо сушить, молоть, беречь от влаги и грызунов. Одно орудие тянет за собой другие дела. Нужны корзины, нужны камни для растирания, нужны места, где зерно не рассыплется и не исчезнет за ночь. Серп не создает земледелие в одиночку, но он делает важную вещь – превращает сбор в повторяемую операцию. Поэтому музейная витрина с такими пластинками обманчиво скромная. Несколько темных кусочков кремня, иногда обломок рукояти, подпись, сухой свет. Если не знать, можно пройти мимо. А потом замечаешь полированный край, тот самый шелковистый блеск. Он пережил руки, траву, пыль, голодные сезоны и все разговоры вокруг костра. В этом блеске нет героической позы, есть работа. Человек наклонился к дикому злаку и нашел способ брать больше, чем позволяли пальцы. Поле еще не принадлежало ему полностью, но ладонь уже училась командовать урожаем. А дальше нас ждет другой тихий предмет, который не режет и не колет, но заставляет еду оставаться с людьми дольше, чем один день. История номер 14 начинается с вещи, которая выглядит почти смешно. Узкая полоска кости, заточенный конец, сбоку несколько маленьких зубцов. Ни меч, ни копье в рост человека. Просто светлая костяная деталь, которую можно потерять в траве у берега. А теперь удержите эту картину. Холодная вода, туман, человек стоит по колено в каменистой заводе и знает, что если добыча уйдет вниз, он ее больше не увидит. На суше острие часто решало задачу сразу. Оно входило в тело, ранило, останавливало, давало охотникам время. Но у глубокой воды все работало иначе. Рыба дергалась в сторону, ныряла, крутилась всем телом. Тюлень или крупная водная добыча мог утащить наконечник в темную воду. Гладкое острие делало самое обидное. Оно входило, а потом выходило. Вроде бы бросок точный, вроде бы рука не подвела, и все равно на поверхности остается только круглая рябь. Вот здесь сила перестает быть главным ответом. Можно бросить резче, можно подойти ближе, можно сделать острие тоньше, но вода забирает преимущество. Она гасит удар, прячет рану и дает добыче пространство для рывка. Человеку нужна была не просто рана, ему нужна была зацепка. Самое важное в гарпуне с зазубринами не острие. Странно, но так. Острие только открывает вход. Настоящая работа начинается, когда добыча пытается уйти.
Маленький обратный зубец цепляется за ткань, за кожу, за плоть и не дает наконечнику выскользнуть назад тем же путем. Это простая механика, почти грубая. Туда проходит легче, обратно сопротивляется. Как колючка репейника на одежде, только цена ошибки здесь совсем другая. Поздние палеолитические мастера делали такие вещи из кости и рога, часто из оленьего рога. В музейных каталогах их относят к мадленской культуре Европы, и среди известных находок часто вспоминают маз-дазиль. Но важнее не название стоянки, а пальцы мастера. Он сидит у слабого огня, держит заготовку на коленях и скребет край кремниевым резцом. Один зубец, еще один. Слишком крупный сломается, слишком мелкий не удержит. Нельзя просто украсить кость красивой пилой. Каждый выступ должен пережить рывок живого тела. И тут появляется новая мысль. Наконечник может быть не намертво частью древка. Он может отделяться после удара, оставаться в добыче и при этом быть связанным с охотником ремнем, сухожилием или растительным волокном. То есть бросок превращается не в один миг, а в продолжение, в борьбу. Теперь сцена меняется. Не мастерская у костра, а берег, где все решается за несколько секунд. Вода темная, почти металлическая. На поверхности мелькает спина крупной рыбы или зверя, который вышел слишком близко. Человек не делает красивого героического замаха. Ему некогда. Он бросает или бьет древком вперед, и кость исчезает в движении. Сначала ничего не понятно, потом ремень оживает. Он дергается так резко, будто за другой конец схватилась сама река. В этот момент гладкое копье могло бы уже быть пустым, оно выпало бы, оставив рану и досаду. Но зазубренный наконечник сидит внутри. Добыча тянет вниз, человек тянет к себе. Древко может освободиться, а связь остается. Вот почему эта маленькая деталь меняла правила. Охота переставала быть только проверкой удара, она становилась системой. Наконечник, зубец, крепление, линия, руки, берег под ногами. Каждая часть держит свою долю напряжения. И вот здесь становится неуютно. Древний инструмент вдруг выглядит очень современно. Не потому, что он похож на сегодняшнюю снасть, а потому что в нем есть та же логика. Не побеждай сопротивление напрямую, заставь форму работать за тебя. Зубец делает то, что рука не может делать постоянно. Он держит, пока человек дышит, отступает, выбирает момент и не дает воде украсть добычу. Мы не знаем всех подробностей той первой удачной охоты. И честнее сказать так, археология редко дает нам полный рассказ. Она дает предмет, следы обработки, износ, место в слое. Но предмет говорит достаточно громко. Зазубренные костяные и роговые наконечники – не случайная прихоть. Их делали снова и снова. Значит, люди видели пользу. Они тратили время на форму, которую нельзя съесть, нельзя надеть и нельзя просто показать у костра как украшение. Эта форма возвращала добычу. Она уменьшала число потерянных бросков. Она делала глубокую воду менее безнадежной. В этом и есть тихая сила ранних инструментов. Иногда человек не изобретает что-то огромное. Он добавляет один зубец на край кости и меняет весь разговор с животным. Раньше, после удара, добыча решала, уйти ей или остаться. Теперь между ней и свободой появлялся крючок. Маленький, светлый, выскобленный до блеска. И если представить его в ладони, он не выглядит страшным, скорее хрупким. Но именно такие хрупкие вещи часто расширяли мир людей. Берег становился не границей, а рабочим местом. Вода не только преградой, а кладовой, которой нужен правильный ключ. Следующая история тоже будет о простой форме, которая окажется очевидной только после того, как ее уже придумали. История номер 15 начинается с почти неловкой сцены. Каменный острый кусок уже готов, деревянная рукоять тоже рядом, и человек, который умеет резать, скоблить и бить, вдруг понимает простую неприятность. Две хорошие вещи вместе пока не работают. Камень выскальзывает, дерево гнется, рука устает держать все это как попало. Можно обмотать жилой, можно зажать в расщеп, но стоит ударить сильнее, и весь замысел расползается в пальцах. Вот здесь появляется странный герой этой главы. Ни лезвие, ни копье, ни кость. Черная липкая капля на светлом камне. Она выглядит как грязь после костра, как испорченная смола, которую хочется стереть от траву. Но если удержать эту картину, в ней уже прячется новый тип мышления. Человек больше не просто выбирает предметы в природе, он начинает собирать предмет, которого в природе нет. Камень дает режущую кромку, дерево дает длину и рычаг, кость может дать упор или форму, а между ними нужен кто-то тихий, незаметный, упрямый. Нужна связь. И это, пожалуй, один из самых недооцененных поворотов в истории инструментов. Потому что лезвие без рукояти часто остается опасной щепкой в ладони.
а лезвие с рукоятью уже слушается движения плеча. С берестой все не так просто. Если бросить ее в огонь, она просто вспыхнет, скрутится и исчезнет. Получится дым, зола и раздражение. А нужна не зола, нужна темная густая масса, которая выходит из коры, когда ее нагревают хитро, почти без доступа воздуха. Это важная деталь. Речь не о том, что кто-то случайно нашел липкую палку у костра и сразу изобрел мастерскую. Нужно было заметить, что кора ведет себя иначе, когда ее не сжигают открыто. Ее можно закрыть землей, прижать камнем, спрятать в ямке, контролировать жар. У археологов есть споры о том, насколько сложными были первые способы, и это честно. Но сама задача уже непростая – получить клей из материала, который рядом с огнем обычно погибает. Представьте себе руки у очага. Человек не может измерить температуру, у него нет сосуда с крышкой из мастерской будущего. Есть дым, земля, камни, кора и опыт прошлой ошибки. Слишком жарко, все сгорит, слишком слабо, ничего не выйдет. Открыл рано, потерял массу, передержал, получил хрупкую корку. И вдруг на краю камня появляется черная тягучая полоска. Она пачкает пальцы, липнет к кремню, тянется короткой нитью. Некрасиво, зато работает. В этот момент огонь перестает быть только теплом и защитой. Он становится инструментом для приготовления другого инструмента. Теперь самое интересное. Клей сам по себе почти бесполезен. Им не зарежешь тушу, им не расколешь кость. Он не выглядит как победа. Но мастер берет каменный наконечник, кладет его в паз деревянной рукояти, добавляет темную массу, прижимает, иногда усиливает обмоткой из волокон или сухожилий. И предмет меняет характер. Камень больше не надо сжимать голой ладонью. Удар идет через рукоять. Движение становится длиннее, точнее, сильнее. И если наконечник сломался, не обязательно выбрасывать все орудие. Можно заменить часть, снова подогреть, снова закрепить. Это уже ремонтопригодность, только без слова «ремонт». Вот почему клей был не мелкой добавкой, а настоящей технологией. Составное орудие живет по другому правилу. Каждая часть делает свою работу. Лезвие режет, рукоять передает силу, обмотка держит напряжение. Смола заполняет пустоты и не дает деталям гулять. Ошибка здесь слышна сразу. Наконечник качнулся, рукоять треснула, черная масса дала слабину. Охотник чувствует это в запястье еще до того, как понимает головой. И вот здесь становится неуютно. Перед нами не просто ловкая рука, а проверка причин и последствий. Изменил нагрев, изменился клей. Изменил паз, изменился удар. Слишком мало смолы, камень уходит в сторону. Слишком много, крепление становится комком. Тихая капля требует точности. Следы таких решений доходят до нас не как целые мастерские с табличками, а как остатки на камне. Темные пятна, микроскопические следы. Химический состав, который подсказывает, здесь была берестяная смола. Среди известных находок часто вспоминают Кёнигсауэ в Германии, где кусочки древней смолы связывают с неандертальцами. И это особенно цепляет, потому что в этой истории нет одинокого гения с готовым изобретением. Есть долгий ряд попыток, где кто-то испачкал руки, испортил кору, перегрел очаг, сломал наконечник, а потом попробовал иначе. Цена ошибки была не абстрактной. Плохо закрепленное орудие могло подвести на охоте. Лезвие могло провернуться в руке. Удар мог уйти мимо. Но хороший составной инструмент давал больше контроля. Он позволял вынести острую кромку дальше от пальцев, ударить увереннее, сделать копье, нож или скребок удобнее. Маленький слой между камнем и деревом менял всю механику тела. Рука больше не спорила с острым краем. Плечо, рукоять и наконечник начинали работать одной линией. Поэтому первый клей стоит помнить рядом с первым лезвием. Лезвие открыло возможность резать, клей открыл возможность собирать. А дальше человек будет снова и снова делать одно и то же. Брать разные миры, подгонять их друг к другу и искать между ними прочную черную прослойку. Следующая история начнется там, где инструмент уже не просто держат в руке, а запускают дальше собственного тела. История номер 16 начинается с очень странной вещи. Человек уходит в темноту и берет с собой кусочек дня. Не факел, который шипит, осыпает искры и требует внимания каждую минуту, а маленькую каменную чашу, тяжелую, неровную, почти незаметную. В ней лежит жир. Из жира торчит фитиль. И этого хватает, чтобы пещера перестала быть сплошной черной стеной. Просто удержите эту картину. Поздний ледниковый век. Снаружи холод, ветер, короткий светлый день. У входа еще можно что-то делать. Чинить наконечник, делить мясо, чистить шкуру. Но дальше пещера быстро забирает зрение. Через несколько шагов человек уже не видит собственную руку. И раньше это было не просто неудобство, это было правило мира.
День закончился, а значит, часть дел закончилась вместе с ним. Глубина пещеры ждет, но не зовет. Там влажно, неровно, там камень под ногой меняется без предупреждения. И вот кто-то ставит на ладонь плоский кусок камня с выемкой. Вещь выглядит смешно рядом с огромной ночью, но именно такие смешные вещи иногда и ломают порядок. Пока свет держится у входа, все понятно. Огонь большой, люди рядом, дым уходит куда-то вверх, кто-то подбрасывает ветки. Но внутри пещеры большой огонь становится проблемой. Его трудно нести, он ест топливо. Он дымит так, что глаза начинают слезиться. А если нужно пройти глубже, к стене, к трещине, к месту, где хранятся следы чужих рук, большой костер не помощник. Нужен свет, который можно поставить рядом с коленом. Нужен свет, который не дергается от каждого движения. Каменная лампа работала почти нахально просто. Брали камень с естественной ямкой или выскребали углубление. Клали туда животный жир, чаще всего добытый из охотничьей добычи. В жир опускали фитиль из мха, сухих растительных волокон или другого волокнистого материала. Кончик поджигали, жир плавился и медленно кормил огонь. Пламя было небольшим, но ровным. Да, оно коптило, да, запах был тяжелым. Но в глубине пещеры важнее было другое. Желтый круг не исчезал через несколько вдохов. Он держался. И в этом круге снова появлялись руки, камень, мокрые выступы стены. И вот здесь становится неуютно. Потому что лампа меняет не только видимость, она меняет смелость. С факелом человек всегда немного спешит. Он слышит треск, чувствует жар у лица, видит, как огонь укорачивается. С лампой ритм другой. Ее можно поставить на выступ, подвинуть ближе, наклониться к стене, проверить линию пальцем, снова взять резец. Не надо все время бороться с пламенем. Некоторые палеолитические лампы археологи находят как раз в связи с глубинными пещерами и настенным искусством. Осторожно, скажем так, не каждая такая вещь была лампой для художника, но без управляемого света глубокие работы на стенах трудно даже представить. Вспомните влажную стену, где неровность камня сама похожа на спину животного. Человек подносит лампу, и линия выступает из темноты. Еще шаг в сторону, и она пропадает. Свет не просто освещает рисунок, он выбирает, что видно. Он заставляет камень двигаться, когда пламя дрожит. В этой секунде лампа становится инструментом руки и глаза одновременно. Маленькая плошка решает, где можно стоять, сколько можно работать и когда пора возвращаться. Самое важное в этой вещи не красота. В музее каменная лампа может выглядеть почти бедно. Серый камень, выемка, следы нагрева, иногда чернота от копоти. Рядом с украшенными костяными предметами она проигрывает. Но в настоящей жизни она выигрывала время. Не бесконечно, конечно. Жир надо было добыть, фитиль надо было подобрать, лампу надо было не опрокинуть, не залить, не оставить так, чтобы она погасла в самый плохой момент. Цена ошибки была простой. Темнота возвращалась сразу. Но пока огонь ел жир, человек мог делать то, что раньше откладывалось до света. Идти по пещере, искать сухое место, доделывать мелкую работу, смотреть на стену дольше, чем позволял день. Это не отменило ночь. Ночь осталась холодной, большой и опасной. Но у нее отрезали маленький край. Вот почему каменная чаша с жиром заслуживает отдельной главы. Она не кричала, не гремела, не меняла ландшафт. Она просто стояла на камне и давала человеку несколько лишних минут, в которых рука еще могла видеть. А дальше нас ждет другой тихий инструмент. Вещь, которая научила человека не только светить, но и связывать разрозненное в одно целое. История номер 17 начинается почти обидно просто. На земле лежит палка. Ни нож, ни копье, ни блестящий каменный наконечник, а обычный кусок дерева с темным обожженным концом. Если пройти мимо, можно даже не понять, что это инструмент. И вот в этом вся странность. Сухая земля твердая сверху, но под ней прячется еда. Корни, клубни, личинки. Иногда влажная глина, иногда тонкий слой сырой почвы, где можно добраться до воды. Голыми руками это не возьмешь. Ногтями долго, больно и глупо. Камнем можно раскрошить верхний слой, но камень тяжелый, он плохо входит в землю и быстро превращает работу в драку. А палка входит иначе. Ее ставят под углом, нажимают плечом, проворачивают кистью, и земля отступает маленькими кусками. Некрасиво, зато работает. Просто удержите эту картину. Низкое солнце, пыль на пальцах, темный конец дерева исчезает в трещине, а через минуту из земли выходит корень, который еще утром был невидимым. Вот почему такой предмет мог быть древнее многих эффектных находок. Он не обещал победы над зверем. Он обещал ужин там, где на поверхности как будто ничего нет. Важно понять одну вещь. Для археолога дерево почти всегда ведет себя как беглец.
Камень лежит тысячелетиями и терпеливо ждет, пока его найдут. Кость иногда держится, обожженная глина тоже может пережить время. А дерево гниет, трескается, исчезает, если ему не повезло попасть в болото, мерзлоту, очень сухую пещеру или слой без воздуха. Поэтому древние люди могли пользоваться деревянными вещами каждый день, а мы видим от них жалкие крошки. Отсюда и ловушка. Кажется, будто прошлое было каменным, потому что камень лучше сохранился. Но рука держала не только камень. Рука держала ветку, шест, рычаг, копалку. Как ее делали? Без мастерской, без верстака, без лишней церемонии. Подходящую ветку очищали, один конец заостряли каменным скребком или грубым лезвием. Потом этот конец могли подержать у огня. Не сжечь в уголь, а подсушить и слегка обуглить поверхность. После этого мягкие волокна выскабливали, и конец становился плотнее, суше, крепче на сжатие. Звучит почти как бытовая хитрость, но в такой хитрости есть технология. Сырой тупой конец мнется и расслаивается. Заостренный и обожженный легче раздвигает землю, меньше цепляется за корни, дольше держит форму. Это не магия огня. Это дерево, которое на несколько дней или недель стало лучше приспособлено к тяжелой работе. И вот здесь становится неуютно. Сам инструмент почти исчез, а работа осталась видна по косвенным следам. Исследователи смотрят на редкие деревянные находки, на полировку, царапины, закругленный кончик, следы песка в микротрещинах, смотрят на почву, на остатки растений, на стоянки, где еда не могла состоять только из мяса. И еще сравнивают с тем, как копательные палки использовали народы, жившие охотой и собирательством уже в описанное время. Тут нужна осторожность. Нельзя просто взять поздний этнографический рассказ и пересадить его в ледниковый век. Люди разные, места разные, привычки разные. Но если в разных сухих землях снова и снова появляется одна и та же простая вещь, длинная палка с рабочим концом, это уже не случайная фантазия. Палка была не только для еды. Ей вскрывали муравейники и трухлявую древесину, где могли быть личинки. Ей проверяли влажные места. Ей поднимали мягкую глину, если нужно было обмазать, закрепить, замазать щель. Она была продолжением руки, но с важной поправкой. Рука больше не платила кожей за каждый сантиметр глубины. Кульминация этой истории тихая. Человек давит на палку. Земля сначала не поддается. Потом слышен сухой хруст, как ломается корочка после долгой жары. Конец уходит ниже. Пальцы разгребают комки. Из темной щели показывается бледный клубень. Не добыча для легенды, просто пища, которой хватит пережить еще один день. Цена ошибки тут была очень понятной. Слишком короткая палка заставит ползать на коленях, слишком тонкая сломается в сухом грунте, слишком тупая будет мять землю, а не входить в нее, слишком обугленная раскрошится. И каждый такой просчет забирает силы, воду, время, а иногда и еду всей группы. Постепенно эта простая вещь меняла отношения с землей. Сначала земля была поверхностью, по которой ходят. Потом она стала кладовой, которую можно открывать. Не везде, не всегда, не без труда, но достаточно часто, чтобы навык передавали, повторяли и улучшали. Отсюда тянется длинная линия к мотыгам, к рыхлению почвы, к посадке, к земледельческому труду. Не прямая линия, конечно. Между копательной палкой и полем лежат огромные расстояния времени и опыта. Но жест узнаваемый. Воткнуть, нажать, поднять, перевернуть кусок земли. Человек еще не строит деревню, но уже спорит с почвой не ногтями, а инструментом. И, может быть, поэтому эта палка так легко ускользает от внимания. Она не похожа на начало большого поворота. Она похожа на мусор у костра. Темный конец, стертая рукоять, сухая пыль. А на самом деле перед нами предмет, который учил руку искать еду ниже поверхности. Следующая история тоже будет про простую вещь, которую легко недооценить. Но там человек уже начнет не просто доставать из мира полезное, а менять форму того, что держит в руках. История номер 18 начинается странно. Человек делает оружие, но почти не смотрит на острие. Перед ним лежит тонкая деревянная палка. Не копье еще, не стрела. Просто стержень, который чуть ведет в сторону, будто он помнит, как рос на ветру. Рядом тлеют угли, а в ладони у мастера тяжелый кусок песчаника с гладким желобом. Вот и весь секрет. Камень, палка, тепло, терпение. Смешно? Только до первого промаха. Молодой охотник мог бы сделать наконечник острым как зуб, мог бы привязать его крепко, смолой и жилой, но если древко кривое, бросок начинает жить своей жизнью. Оно уходит боком, дрожит, переворачивает удар, теряет силу. Животное делает один рывок, и вся работа пропадает. Важно понять одну вещь. Для древнего охотника точность не была красивым бонусом. Она была разницей между мясом и голодным вечером.
И эта разница часто начиналась не с каменного лезвия, а с почти незаметного изгиба в дереве. Поэтому мастер не спешит. Он проводит пальцами по стержню, подносит его к жару, ждет, когда древесина станет чуть податливее. Потом кладет ее в желоб и нажимает. Медленно, без резкого движения. Как будто не ломает палку, а уговаривает ее стать прямой. У дерева есть упрямство. Особенно у тонкой ветки, которую срезали, очистили, высушили и решили заставить лететь прямо. Она может выглядеть почти ровной, пока лежит на земле, но стоит пустить ее в воздух, и маленькая кривизна становится большой проблемой. Передняя часть идет одной линией, задняя тянет другой, и древко начинает вилять. Для дротика это потерянная сила, для стрелы это уже ошибка в несколько ладоней на расстоянии, где глаз еще уверен, что цель рядом. Вот почему желобчатый камень был не игрушкой и не случайной красивой вещью. В археологических коллекциях такие предметы описывают осторожно. Камень, кость или рог с продольной выработкой, возможно, для правки древков. Осторожность нужна, потому что древние инструменты редко оставляют подпись, но механизм понятен даже сегодня, если взять кривой прутик и попробовать исправить его руками. Холодное дерево сопротивляется. Нагретое над углями становится мягче в нужном месте. Желоб обхватывает стержень, не дает ему соскальзывать, распределяет давление и помогает давить не точкой, а линией. Человек крутит древко, ищет изгиб, снова греет, снова нажимает. Никакого чуда, только повторение. И вдруг палка уже не капризничает. Она катится по ладони ровнее, чем минуту назад. Самое интересное здесь даже не в том, что люди умели выпрямлять дерево. Интереснее другое. Кто-то должен был заметить, что проблема спрятана не там, где на нее хочется смотреть. Острый наконечник виден сразу. Хорошая привязка видна сразу. А кривизна древка обманывает. Она тихая. Она не бросается в глаза у костра. Она проявляется только в полете, когда уже поздно что-то исправлять. Просто удержите эту картину. Охотник выпускает дротик. Все кажется сделанным правильно. Рука идет вперед, наконечник смотрит в цель, воздух коротко свистит, и в следующую долю мгновения древко начинает дрожать. Не сильно, едва заметно. Но нос уходит в сторону, хвост подламывает траекторию, удар приходит не туда. Человек видит не промах руки, а промах вещи. Это неприятное открытие. Значит, оружие нужно проверять раньше, еще до охоты. Значит, ремесло начинается с того, что предмет должен вести себя предсказуемо. Так появляется отдельная забота о прямоте. Ни украшение, ни лишняя аккуратность, ни прихоть мастера. Технология точности. И она рождается задолго до металла, станков и измерительных линеек. Ее мерка простая. Прокатить древко, посмотреть вдоль него, почувствовать пальцами бугор, вернуть к углям. Снова и снова, пока полет не станет послушнее. У этого маленького камня с желобом нет героического вида. Он не похож на вещь, ради которой снимают длинные сцены в музее. Песчаник стерся от трения. Желоб стал гладким, потому что через него снова и снова проходило дерево. Возможно, десятки древков, возможно, больше. И каждый такой проход был ставкой на будущий бросок. В этом есть тихая перемена мышления. Человек перестает надеяться только на силу руки. Он начинает настраивать предмет заранее. Он понимает, что полет можно подготовить еще у костра, пока добыча далеко, пока никто не бежит, пока есть время присмотреться к кривой линии. Так охота становится не только смелостью, но и контролем. Каменный наконечник режет, древко несет удар, а желобчатый правитель учит их работать вместе. Без него даже хорошее острие может прилететь плохо. С ним простая деревянная палка получает шанс стать оружием, которое слушается. И вот здесь древняя технология окажется особенно современной. Мы часто замечаем яркую часть изобретения – лезвие, колесо, огонь, металл. Но за ними почти всегда стоит скучная на вид операция, которая убирает ошибку. Подточить, подогнать, выпрямить, проверить еще раз. В той руке у углей лежал не просто камень. Там лежала мысль, что точность можно сделать руками. А следующая история начнется с предмета еще тише, который тоже изменил человеческую работу одним незаметным движением. История номер 19 начинается с очень странного движения. Человек держит камень на колене и почти не замахивается. Он не бьет, он давит. В ладони у него не молоток, не тяжелая кость, а короткий матовый кусок оленьего рога, стертый на конце до плотного блеска. Снаружи холодно, у входа в жилище свет лежит синеватой полосой, а на шкуре уже лежат тонкие каменные пластинки. Они похожи друг на друга больше, чем должны бы. Вот это и цепляет. Для палеолита мы часто представляем грубый удар. Камень о камень, искры, резкий треск, случайный острый край. И это правда было, но здесь происходит другое.
Мастер будто уговаривает кремень расстаться с узкой полоской. Не ломает весь кусок, а снимает с края тонкий скол. Почти аккуратно, почти по плану. Просто удержите эту картину. Холод, колено, кремниевый нуклеус, рог в ладони. И вопрос, который кажется современным. Как он понял, что камень можно не только разбивать, но и выдавливать из него форму? Обычный путь был понятен даже без слов. Берешь твердый камень, находишь угол, ударяешь, смотришь, что отлетело. Иногда выходит хороший край, иногда нуклеус трескается не туда, и вся работа превращается в обидный обломок. Ошибка слышна сразу. Сухой щелчок, слишком широкий скол, потерянная заготовка. А кремень не бесконечный. Его нужно найти, принести, сохранить, не испортить за один неудачный удар. И вот появляется маленькая деталь, почти незаметная со стороны. Конец оленьего рога ставят на самый край камня. Рука не разгоняется, а упирается. Давление копится в одной точке. Кремень сопротивляется, потом уступает. От края отходит узкая пластинка, тонкая и длинная, с предсказуемым направлением. Секрет не в волшебном материале. Рог достаточно твердый, чтобы передать силу, но не такой хрупкий, как камень. Он чуть пружинит, цепляется за край и позволяет давить точнее. Важна поза, угол, опора на колено или ладонь. Здесь уже работает не сила плеча, а контроль кисти. Маленький рычаг меняет разговор с камнем. И вот здесь становится интересно не только археологу. Перед нами не просто еще один инструмент. Перед нами переход от удачи к повторению. Если удар часто спрашивает у камня, повезет или нет, то отжим начинает задавать камню условия. Мастер готовит край, выбирает выступ, ставит рог, переносит вес. На мгновение ничего не происходит. Потом под пальцами идет тихий хруст, и пластинка ложится на шкуру рядом с другими. Не одинаковая, как заводская деталь, конечно, но уже родственная им по форме. Так можно делать вкладыши для составных орудий, тонкие режущие кромки, заготовки, которые потом еще правят мелкой ретушью. Один большой камень начинает отдавать не случайные куски, а серию полезных лезвий. В музейных витринах такие роговые отжимники могут выглядеть скучно. Короткие стержни, стертые концы, следы работы. Без руки они молчат. Но стоит представить жест, и предмет оживает. Давление идет через рог в одну точку. Скол бежит по кремню. Человек видит, что результат можно повторить. Вот это, возможно, было самым сильным открытием. Конечно, мы не знаем человека, который первым сделал это движение. Да и честнее говорить не об одном изобретателе, а о долгом накоплении приемов в разных местах позднего палеолита. Кто-то заметил, что рог не соскальзывает с края, кто-то понял, что сильнее не значит лучше, кто-то испортил хороший нуклеус, отложил его, вернулся и попробовал иначе. Цена ошибки была простой: меньше лезвий, хуже охота, дольше работа у огня. Зато удачный прием быстро становится привычкой, его передают не лекцией, а руками. Смотри, куда ставить конец, не бей, дави, держи угол, жди щелчка. В этом маленьком роговом стержне нет величия, которое легко показать на открытке. Он не похож на копье, не блестит, не пугает, но он говорит о важной перемене. Человек начал проектировать не только вещь, а сам путь к вещи. Камень все еще твердый, холодный и упрямый, но теперь у него есть слабое место, найденное пальцами. Следующая история тоже будет о маленьком предмете, который кажется почти незаметным, пока не понимаешь, сколько человеческой смекалки в нем спрятано. История номер 20 начинается с работы, которая выглядит почти упрямством. Человек сидит у воды и водит одним камнем по-другому. Не ударяет, не откалывает, не делает ничего зрелищного. Просто тянет серо-зеленую заготовку по мокрой песчаной плите, снова и снова, пока пальцы не становятся белесыми от каменной муки. Слышен тихий скрип. Такой звук легко не заметить, но именно в нем прячется странный вопрос. Зачем тратить часы на это медленное трение, если острый край можно получить одним точным ударом? Ведь древние мастера уже умели отбивать камень. Они знали, как снять лишнее, как поймать направление скола, как заставить заготовку стать похожей на лезвие. Удар был быстрым, удар был понятным, а шлифование будто спорило со здравым смыслом. Перед нами не блестящий топор из витрины, а его скучная половина истории. Плита, песок, вода и человек, который терпеливо убирает то, что глаз почти не видит. И вот здесь начинается настоящее мастерство. Важно понять одну вещь. После оббивки камень только кажется готовым. Его край может быть острым, даже неприятно острым, но он похож на зубчатую линию после драки. Там есть выступы, мелкие трещины, слабые места, которые ждут первого тяжелого удара по дереву. В мягком материале это еще простят, в плотной кости или сухом стволе уже нет. Мастер берет заготовку не ради красоты, он проверяет ее будущую жизнь.
Вода смывает пыль, песок работает как мелкие зубы, плита держит направление. Каждый проход снимает микроскопический слой, слабый выступ исчезает, трещина, оставленная ударом, сходит вместе с лишним камнем. Кромка перестает быть случайной, она становится управляемой. Это не полировка ради блеска. Блеск появится позже, как побочный знак труда. Главная цель – грубее и умнее. Сделать тонкий край таким, чтобы он не рассыпался при настоящей работе. Поэтому мастер не спешит. Он слушает сопротивление камня ладонью. Если заготовку повело, угол меняется. Если нажать слишком резко, можно испортить все, что уже было сделано ударами. Теперь обычная плита перестает быть просто камнем под рукой. На таких плитах археологи находят сглаженные дорожки и длинные желоба. Иногда они выглядят так, будто кто-то веками точил одну и ту же терпеливую линию. Это следы не праздного сидения, а производства. Там, где людям нужно было валить деревья, выдалбливать лодки, чистить шесты, резать волокна и кость, одного резкого скола было мало. Лезвие должно было держать форму день за днем. Представьте себе удар по древесине. Рука ждет ровного входа, а край с микротрещиной вдруг крошится, уходит в сторону, оставляя рваный след. Работа встает, заготовка теряет цену. Человек возвращается к камню и воде, потому что понял неприятное правило. Быстро сделанное орудие может быстро умереть. Полированное лезвие не было волшебным. Оно тоже тупилось, тоже требовало ухода. Но его край был плотнее, ровнее, надежнее. Он не так охотно цеплялся за волокна и не так легко отдавал куски при боковой нагрузке. Вот за это и платили часами скрипа. Самый тихий момент приходит в конце. Мастер поднимает лезвие к свету и смотрит не на блеск, а на линию. Она должна быть спокойной, без зубьев, без мелких провалов. Потом он снова опускает камень на плиту, потому что почти готово еще не значит готово. В этом есть тяжелая человеческая логика. Неолитическая мастерская у воды была местом, где скорость уступила место сроку службы. Люди начали вкладывать время в вещь заранее, чтобы потом она не подвела в лесу, у ствола, у кости, у связки волокон. Плита не рубила деревья, она не выглядела героически. Но без нее топор оставался бы красивой заготовкой с хрупкой памятью о каждом ударе. Поэтому в музейной витрине стоит смотреть не только на гладкое лезвие. Стоит мысленно вернуть рядом мокрый песчаник, мутную воду и пальцы, которые часами стирали слабые места. Иногда инструмент становится сильнее не от удара, а от терпения. Следующая история тоже начнется с простой вещи, которую долго считали почти незаметной. История номер 21 начинается с вещи, которая слишком мала для великого изобретения. У озера стоит человек и держит в пальцах плоскую косточку, гладкую, как облизанный водой камень. Рядом ни копье, ни лодка, ни огромная ловушка. Рядом мокрая сеть, растянутая между колышками, и она выглядит почти жалко. Провисла, спуталась, местами порвана, вода за ней пустая. Вот это неприятное слово. Пустая. Утро холодное, туман висит над камышом, волокна липового лыка темнеют от влаги. Человек не бросается к озеру с крючком. Он сидит на корточках и делает скучную работу. Протягивает нить, подцепляет петлю, сравнивает ячейку с соседней и снова протягивает. Молодой помощник рядом ждет, когда можно будет тащить сеть к воде, но старший не торопится. Он знает простую вещь: если сейчас полениться, рыба пройдет сквозь ошибку. Крючок ловит одну рыбу, иногда. Сеть должна ловить сразу много, но только если она сделана правильно. И вот здесь маленькая костяная лопаточка вдруг перестает быть мелочью. Она удерживает нить, не дает ей расползаться в пальцах, помогает переносить ее через узел и возвращать назад. Не магия, просто порядок в мокрой веревке. Археологи иногда спорят, как именно назывались и использовались такие костяные или роговые пластины. Игла для сетей, челнок, лопаточка, инструмент для плетения. Но сама задача узнаваема сразу. Перед нами не украшение для праздника. Перед нами вещь для повторения одного и того же движения сотни раз. Важно понять одну вещь. Сеть не рождается сетью. Сначала это волокна, которые надо снять, размочить, разделить, скрутить, высушить, снова намочить, чтобы они слушались рук. Каждая нить помнит дерево и воду. Она упирается, махрится, рвется в самый неподходящий момент. А потом из этой упрямой нити нужно получить ячейки, похожие одна на другую. Если ячейка слишком большая, мелкая рыба уходит. Если слишком маленькая, сеть тяжелеет, забивается травой и тянется, как мокрая шкура. Если узел плохо затянут, вся работа начинает плыть. Не в красивом смысле, просто расползается.
Один неверный размер тянет за собой соседний, потом еще один, и вот уже в сети появляется слабое место, которое на берегу кажется ерундой, а в воде становится дверью. Костяная лопаточка решает сразу несколько мелких бед. На нее можно намотать запас нити, чтобы не таскать за собой длинный хвост. Ею удобно проходить сквозь тесную петлю, где пальцы грубые и мокрые. Ее ровный край помогает держать одинаковый шаг. Не идеально, конечно, но достаточно, чтобы сеть стала не случайной паутиной, а рабочим предметом. И это меняет саму рыбалку. Человек уже не только ждет удачного рывка на крючке. Он заранее вкладывает труд в будущий улов. Сидит у огня, чинит разрыв, проверяет узлы, готовит снасть к утру. Рыба еще в озере, а работа по ее ловле уже идет. Тихая работа, почти невидимая. Теперь представьте момент после ловли. Сеть вытаскивают на берег, и она не выглядит победной. В ней трава, чешуя, ил, сломанные веточки. Рыба бьется, узлы скрипят, мокрые волокна режут кожу. Все рады улову, но старший смотрит не на рыбу, он смотрит на дыру. Вот там у края ячейка растянулась. Чуть дальше нить перетерлась о корягу. Еще ниже рыба, может быть крупная, ударила телом и разорвала слабое место. Если такую сеть снова бросить в воду, она обманет хозяина. С виду снасть есть, на деле в ней уже открытые проходы. Вода станет пустой не потому, что рыбы нет, а потому что инструмент плохо подготовлен. И начинается ремонт. Не героический, без громких жестов. Человек вынимает костяную пластину, подбирает мокрую нить, протягивает через старую петлю, связывает новую. Он должен попасть в размер соседних ячеек, иначе заплатка станет новой поломкой. Помощник подает волокна, следит за натяжением, иногда ошибается. Старший коротко поправляет его рукой, не словами, а движением. В этом месте сеть превращается в систему. Есть волокно, есть узел, есть размер, есть ремонт, есть память рук. И есть маленький предмет, который связывает все вместе. Без него можно плести? Наверное, можно. Но медленнее, грубее, с большим числом ошибок. А когда от ошибки зависит еда для стоянки, скорость и одинаковость уже не мелочь. Самое странное, что такая вещь редко выглядит важной в витрине. Каменный наконечник сразу понятен, им можно ударить. Гарпун тоже говорит за себя. А плоская косточка с отполированными краями молчит. Ее легко принять за обломок, за бытовую мелочь, за предмет без сюжета. Но попробуйте убрать ее из утренней сцены у озера, и работа сразу станет тяжелее. Первые сети требовали не только веревки, им нужен был стандарт. Нужно было повторять размер снова и снова, пока рука не устанет. Нужно было хранить нить, вести ее через петли, чинить разрывы после каждой ловли. И если мы видим такую лопаточку рядом с рыболовными следами, перед нами не просто инструмент. Перед нами намек на расписание. Утром ставить сеть, днем сушить, вечером чинить, потом снова к воде. Вот где тихо меняется жизнь. Человек начинает ловить не только силой и удачей, а подготовкой. Озеро остается тем же, рыба остается быстрой, туман также закрывает дальний берег. Но между человеком и водой появляется тканная граница, которую он умеет делать и ремонтировать. Маленькая кость помогает ему не просить у озера случайный подарок, а возвращаться к нему с планом. Поэтому эта лопаточка не про красивую древность, она про терпение, размер и мокрые пальцы. Про то, что большое изобретение иногда держится на предмете, который легко потерять в траве. Следующая история тоже начнется с вещи почти незаметной, но именно такие вещи чаще всего и двигают день вперед. История номер 22 начинается с очень маленького насилия. Ни удар, ни рубка, ни охота. Просто человек у огня давит белым острием на темную шкуру и ждет, когда она сдастся. Снаружи поздний ледниковый вечер. У входа в жилище тянет холодом, пальцы уже в царапинах. Рядом лежит сухожильная нить, тонкая, жесткая, почти живая на ощупь. И странность вот в чем. Этот острый обломок кости нужен не для того, чтобы резать. Он нужен, чтобы не разорвать. Обычно острое лезвие разделяет материал. Камень снимает мясо, режет ремень, строгает дерево. А здесь задача обратная. Надо сделать маленькую дверь в шкуре, оставить края целыми и пропустить через нее нить. Если проталкивать сухожилие прямо так, без отверстия, оно цепляется, тянет волокна, рвет край. Шов получается слабым. Вещь расползается именно там, где должна держать тепло. Просто удержите эту картину. Холод снаружи, темная шкура на коленях, белая кость в пальцах. Человек не изобретает украшения, он пытается не замерзнуть. До металлической иглы еще очень далеко, но потребность уже здесь, у колена. Шкуры надо соединять, потому что одна шкура редко закрывает все тело.
Мешок надо стянуть, иначе из него высыплется кремень, сухое мясо или охра. Обувь надо чинить, потому что снег и камни быстро находят дырку. Укрытие тоже не держится само по себе. Его надо связывать, подвешивать, подлатывать, снова связывать. Вот тут и появляется костяное шило, или проколка, как такие предметы часто называют в описаниях находок. В музейных каталогах верхнего палеолита они выглядят скромно. Вытянутый кусок кости, заостренный конец, иногда гладкая блестящая поверхность от долгой работы. Никакого величия. Но блеск на кончике важнее красоты. Он говорит, что инструмент много раз входил в мягкий материал, проворачивался, расширял отверстия, встречал сопротивление кожи. Механика простая и умная. Сначала острие раздвигает волокна, потом отверстия чуть раскрывают движением руки. И только после этого через него проводят сухожилие, растительное волокно или узкий ремешок. Нить не воюет с материалом, ей уже приготовили путь. И вот здесь вещь становится больше самой себя. Шило не просто помогает шить, оно меняет порядок действий. Раньше мягкий материал мог вести себя как упрямое животное, тянуться, рваться, скользить, морщиться в руках. Теперь человек делает с ним почти договор. Сначала точка, потом отверстие, потом соединение, потом ремонт, если соединение устало. Это не предок иглы в бедной версии, это отдельный прием, где главная работа происходит до нити. Археологи находят костяные шилья и проколки на разных стоянках позднего палеолита, особенно там, где много работы с костью, рогом и шкурами. Точную сцену мы, конечно, не увидим, но следы износа подсказывают жест, нажим, поворот, повтор. Попробуйте сделать дырку в плотной коже тупым концом нити. Ничего не выйдет, только злость. А теперь возьмите твердое острие и сделайте отверстия заранее, одно за другим вдоль края. Край перестает быть случайным, он становится линией будущего шва. В этой линии уже есть рукав, сумка, подошва, стяжка для жилища. Маленькие проколы складываются в большую свободу двигаться дальше. Кульминация у такого инструмента тихая. Никто не кричит, не поднимает его над головой. Человек просто протягивает сухожилие через готовую дырку, затягивает, проверяет пальцем край и видит, что шкура не лопнула. И еще один прокол, и еще один стежок. Слышно, как потрескивает огонь, как сухая нить скрипит в отверстии, как помощник задерживает дыхание, потому что сейчас станет ясно, выдержит ли край. И он выдерживает. Вот цена этого открытия. Меньше выброшенной шкуры, меньше холода ночью, меньше потерянных вещей в дороге. Одежда становится плотнее, мешки становятся надежнее. Обувь можно не только сделать, но и чинить. Укрытие можно подлатать до следующего перехода, а не начинать заново. Мы часто смотрим на древние орудия и ищем в них силу. Копье, топор, резец. Шило почти не выглядит сильным. Оно тонкое, простое, легко теряется на темной шкуре. Но именно оно показало, что материал можно не ломать, а подготовить. Сделать маленький вход, провести нить и собрать из кусков вещь, которая переживет ночь. Следующая история тоже начнется с руки и края материала. Только там человек научится не прокалывать, а плести. История номер 23 начинается с почти смешной задачи. Перед человеком лежит дубовый ствол, тяжелый, мокрый, упрямый, а железного топора у него нет. Пилы тоже нет. Есть каменный молот, несколько деревянных клиньев и трещина, которую другой человек мог бы просто не заметить. Вот и весь набор. А теперь из этого надо получить не щепу для костра, а ровную заготовку – доску. Кол. Может быть, часть будущей лодки или балку для настила через мокрую землю. Просто удержите эту картину. Болотистый берег, темная вода у ног, дуб пахнет сыростью и горькой корой. Мастер не бросается рубить поперек. Он приседает и смотрит вдоль ствола, будто читает не дерево, а дорожную карту. Где волокна идут ровно, где сучок потянет разлом в сторону, где старая трещина уже просит продолжения. И рядом стоит помощник с клиньями в руках. Они выглядят почти игрушечно. Ни лезвие, ни оружие, ни вещь для витрины, просто куски твердого дерева, заостренные с одного конца. Но именно здесь начинается фокус без фокуса. Человек собирается победить ствол не остротой, а направлением силы. Первый удар не выглядит великим изобретением. Камень опускается на тупой конец клина, дерево глухо отвечает, и вроде бы ничего не происходит. Потом еще удар. И еще. Клин заходит глубже, но он не режет ствол как нож. Важная вещь вот в чем. Удар идет сверху вниз, а клин переводит это давление в стороны. И его наклонные грани раздвигают древесину как плечи, которые упираются в тесный проход. Чем глубже клин, тем сильнее боковое распирание. И если мастер попал туда, куда надо, ствол начинает помогать сам. Волокна не любят, когда их рвут поперек, зато вдоль они могут разойтись длинной линией.
Поэтому древняя деревообработка была не только про лезвие, она была про терпение и слух. Про умение остановиться, когда трещина пошла не туда. Про второй клин, который вставляют чуть дальше. Про воду, которая разбухает в щели и давит медленно, без усталости. Это не быстрый бой с деревом. Скорее переговоры, где упрямый дуб уступает только тому, кто понимает его слабое место. Ошибка стоила дорого. Один неверный удар, и будущая доска превращалась в кривую заготовку, годную разве что на кол. А хороший ствол не валялся под ногами каждый день. И вот здесь становится особенно интересно. Мы привыкли искать в древности самые заметные инструменты. Каменные топоры, наконечники, шлифованные лезвия. Их удобно находить, они переживают землю, огонь и время. А деревянный клин часто исчезает. Он сгнивает, ломается, уходит в ил и становится почти невидимым для памяти. Только в мокрых местах, где без воздуха дерево может сохраняться удивительно долго, такие вещи иногда получают второй шанс. В археологических отчетах по болотным памятникам и древним деревянным сооружениям встречаются клинья, колышки, заготовки, следы раскалывания. Конкретные находки перед публикацией лучше проверять по месту и датировке, потому что дерево легко спутать с простой щепой. Но сама техника слишком разумна, чтобы быть случайной. Если у тебя нет металла, ты все равно можешь делать большие деревянные вещи. Не выстругивать целый ствол до нужной формы, теряя массу сил, а сначала расколоть его по волокнам, получить половины, потом четверти, потом длинные пластины, которые уже можно тесать каменным лезвием или обжигать и выскабливать. Маленький клин не строит дом один, но он открывает ствол как дверь, за которой лежит материал нужной формы. Теперь вернемся к стволу на берегу. Трещина уже не тонкая, в нее входит второй клин, потом третий, и дерево начинает звучать иначе. Не стук, не хруст ветки. Глубокий, сухой разрыв внутри мокрой массы. Помощник смотрит на линию раскола и вдруг понимает, что огромный дуб больше не один предмет. Он уже две будущие вещи. Одна половина может стать бортом лодочной заготовки, другая пойдет на сваю, настил или длинную балку. Мастер не торжествует, ему еще работать. Надо подправить разлом, убрать упрямые волокна, не дать трещине уйти в сучок. Но главное уже случилось. Без железа, без пилы, без громкой победы человек заставил дерево разделиться по своему плану. В этом и есть сила клина. Он не выглядит умным инструментом, пока лежит на земле. Зато в щели он превращает удар в распор, время в давление, а знание волокон в настоящую технологию. Поэтому большие деревянные конструкции начинались не только с рубки. Иногда они начинались с тихого клина, забитого в мокрый дуб на болотистом берегу. Следующая история тоже будет о вещи маленькой с виду, но ее след уже пойдет не по дереву, а по коже, нити и человеческой руке. История номер 24 начинается не с клинка и даже не с копья. На сухом склоне человек поднимает из пыли маленький гладкий камень, будто выбирает не оружие, а орех на обед. Рядом лежит полоска плетеного волокна. Петля, 2 шнура, небольшая чашечка посередине. Ничего грозного, почти игрушка. Он кладет камень в эту чашечку, надевает петлю на палец и делает рукой несколько кругов. Сначала медленно, потом быстрее. Воздух коротко свистит, и в какой-то миг один шнур выскальзывает. Камень исчезает впереди. Не падает рядом, не летит, как брошенной рукой. Он уходит в поле так резко, что глаз сначала не успевает поверить. Вот здесь и начинается странность. Самым опасным предметом в этой сцене может быть не камень, камней вокруг полно. И не рука, потому что рука сама по себе знает свой предел. Опасной становится веревка. Точнее, правильно сплетенная веревка, которая на несколько секунд делает руку длиннее. Просто удержите эту картину. Люди уже умеют скручивать волокна. Делают шнуры, связывают вещи, чинят сети, стягивают груз, подвешивают мешки. Веревка живет в быту, а не на поле боя. Она помогает тащить, держать, ловить, и вдруг тот же навык получает другую работу. Праща могла родиться там, где не хватало хорошего дерева для длинного лука, где металл еще был редкостью или вообще не нужен, а камень лежал под ногами. Она не требовала кузнеца, не просила мастерской. Нужно было знать волокно, уметь плести ровно и понимать, какой камень полетит лучше. Археологам с такими вещами трудно. Волокно гниет, кожа распадается, обычная веревка редко переживает 1000 лет. Поэтому древнейшие пращи мы видим чаще там, где сухо, солено или просто повезло с сохранностью. Зато снаряды остаются охотнее, округлые камни, обожженная глина, иногда аккуратно подобранная форма. И это уже подсказка. Кто-то не просто бросал, что попало, кто-то готовил дальний удар заранее. Механика здесь удивительно простая, но неприятная для того, кто стоит впереди.
Когда человек бросает камень рукой, камень разгоняется по длине руки. Это уже неплохо. Но праща добавляет к руке еще один радиус. Камень крутится дальше от плеча, проходит больший круг и за то же движение набирает большую скорость. Плетёная чашечка удерживает снаряд, пока он разгоняется. Один конец шнура закреплен петлей на пальце, второй человек держит свободно. В нужный миг он отпускает именно этот конец. Чашечка раскрывается, и камень летит по касательной. Не туда, куда смотрит рука в начале круга, а туда, куда его выпускает точный момент. И вот тут праща становится требовательной. Ошибка на долю мгновения, и камень уйдет в сторону. Слишком рано удар сорвется. Слишком поздно опасность для своих. Поэтому за этим простым предметом стоит тренировка, которая не выглядит эффектно со стороны. Человек часами слушает один и тот же звук. Свист, щелчок, удар о землю. Снова свист. Теперь представьте пустое поле между двумя группами людей. До копья еще далеко, до удара рукой тем более. Все вроде бы безопасно. Между телами есть расстояние, а расстояние всегда успокаивает. И вдруг над сухой землей проходит короткий свист. Камень не виден сразу, его замечают уже по последствию. Всплеск пыли, резкий звук по щиту, вскрик, человек хватается за лицо или плечо. Никакого блеска металла, никакой сложной машины, только петля, карман и отпущенный шнур. Неловко даже признать, что такая простая вещь могла держать людей на расстоянии. Праща вошла в разные миры именно поэтому. Пастух мог отгонять зверя, охотник мог ударить птицу или мелкую добычу, воин мог послать снаряд туда, куда рука не достает. А главное, боеприпасы не нужно было вести издалека, иногда достаточно было наклониться. В этой истории важен не герой с идеальным броском, важен тихий переход. Люди научились плести, а потом поняли, что волокно может не только связывать, оно может разгонять. Обычный камень получил длинную руку, и поле вдруг стало меньше. История номер 25 начинается с вещи, которую легко принять за обычный обломок. Ни нож, ни наконечник, ни красивое лезвие, которое хочется положить в музейную витрину. Просто маленький серый камень в руке человека, сидящего у входа в пещеру. На колене у него кремниевая пластина. Край уже режет, но режет плохо. Он не выбрасывает ее. Он не начинает заново. Он берет этот невзрачный каменный молоточек и делает несколько коротких ударов по самому краю. Тихо. Сухо. Почти не слышно на фоне ветра. С края слетает крошечная чешуйка. Потом еще одна. На ладони остается светлая пыль, а лезвие вдруг становится другим. Острее, ровнее, послушнее. Вот странность. Главный предмет в этой сцене не тот, который будет резать мясо или шкуру. Главный предмет тот, который сам почти ничего не режет. Он чинит чужую остроту. Важно понять одну простую вещь. Кремень был не бесконечным запасом из магазина. Хороший кусок надо было найти, принести, расколоть правильно и не испортить первым же неловким движением. Ошибка стоила времени, сил и иногда еды. Если лезвие тупилось после разделки туши или соскабливания шкуры, было слишком дорого каждый раз делать новое. И вот здесь появляется навык, который выглядит почти бытовым – подправить. Не создать с нуля, а вернуть вещь в работу. Ретушер работал короткими ударами или сильным нажимом. Его ставили у края кремневой заготовки и снимали с нее мелкие чешуйки. Небольшие пластины, не эффектные осколки, а почти стружку из камня. От этих микросколов менялся угол кромки. Слишком тонкий край мог крошиться, слишком тупой плохо входил в материал. Мастер как будто настраивал лезвие пальцами, только пальцы были усилены камнем, костью или рогом. И да, археологи спорят о деталях отдельных находок, но следы на таких ретушерах часто говорят очень прямо. Ими били, давили, водили по твердому краю. Самое любопытное начинается не на лезвии, а на самом ретушере. Он ведь тоже изнашивался. На его рабочем конце оставались выбоины, замятости, маленькие забитые пятна. Для случайного взгляда это просто повреждение, для специалиста это следы мастерской. Представьте себе камень, на котором записаны не слова, а привычка руки. Удар чуть сбоку, нажим под углом, повторение одного и того же движения много раз. Такой предмет показывает, что человек уже думал не только о добыче и резке. Он думал о сроке службы вещи, о том, как не потерять заготовку, о том, как сделать край удобным именно для этой работы. Сейчас, пока холодный свет лежит у входа, а рядом ждут шкуры, сухожилия, дерево, кость. В какой-то момент подросток рядом мог видеть не фокус, а правило. Тупое не всегда мертвое, сломанное не всегда конец. Если знаешь, куда ударить, инструмент возвращается.
Небольшая мысль, но от нее меняется целая экономика стоянки. Кульминация здесь тихая, никакого громкого открытия, никакого великого жеста над огнем. Человек держит пластину крепче, наклоняет ее, ищет край взглядом. Ретушер касается кремня, раздается сухой щелчок. Скол уходит ровно туда, куда нужно. Еще один. Кромка становится зубчатой или наоборот более прямой. Теперь ею можно скоблить, резать, подрезать сухожилия, работать с деревом. В этой секунде человек понимает не абстрактную идею прогресса. Он понимает, что вещь можно обслуживать. У нее есть жизнь после первого удара. Поэтому маленькие следы на ретушере иногда важнее красивого ножа. Нож показывает, что люди умели делать острое. Ретушер показывает, что они умели поддерживать острое, экономить материал и передавать точное движение другому. В музейной витрине он может выглядеть скромно, почти обидно скромно. Но если присмотреться к его забитому концу, там видна не поломка, там видна рука, которая снова и снова возвращала камню работу. А дальше у нас будет другой тихий помощник, без которого большой охотничий жест тоже быстро стал бы бесполезным. История номер 26 начинается с комка грязи, который кто-то специально бросил в огонь. Ни горшок, ни статуэтка. Просто маленькая глиняная тяжесть с дыркой или желобком, чтобы привязать к веревке. На первый взгляд вещь почти обидная. Поднял с берега, покрутил в пальцах, отложил. Но рядом с ней меняется весь способ добывать еду. Раннее утро у озера. Вода мутная, зеленая, неподвижная только сверху. Человек стоит по щиколотку в холодной жиже и смотрит не на рыбу, а на край сети. Это важная разница. Копье требует глаза, руки и удачного мгновения. Рыба мелькнула, рука сорвалась, наконечник ушел в воду, и все решилось за один удар. Сеть работает иначе. Она не просит героизма, она просит формы. И вот здесь появляется странный помощник. Влажная глина мнется большим пальцем, в ней остается отпечаток кожи, потом комок сушат или обжигают. Таких грузиков нужно много, один за другим. Они скучные, одинаковые не до конца, чуть кривые. Зато каждый знает свое место на нижнем трою снасти. Без них сеть в воде превращается в тряпку, которую течение мнет как хочет. С ними она начинает вести себя почти как стенка. Попробуйте удержать эту картину. Верх сети тянется к поверхности, потому что там поплавки, кора, легкое дерево, может быть свернутые куски бересты. Низ тянется вниз, потому что к нему привязаны глиняные или каменные грузила. Между ними натянуты ячейки. Не намертво, нет, достаточно ровно, чтобы рыба встретила не пустую воду, а прозрачную преграду. Секрет не в одном грузике, секрет в распределении. Если повесить тяжелый ком только в середину, сеть провиснет мешком. Если сделать низ слишком легким, его поднимет волна, и рыба пройдет под ним. Если переборщить, снасть уляжется на дно, зацепится за коряги и станет бесполезной. Поэтому маленькие грузила идут рядом, через промежутки. Они делят натяжение между собой, как люди делят тяжелую жерть на плечах. Для неолитического берега это не мелочь. Это переход от охоты на отдельную рыбу к ловушке в пространстве. Человек больше не обязан стоять с копьем над каждой тенью. Он ставит сеть там, где рыба идет вдоль камыша, между мелководьем и глубиной, у узкого прохода. Потом вода делает часть работы сама. Тихо, упрямо. Пока руки заняты костром, лодкой, детьми или починкой той же сети. Самое хитрое в этой истории то, что главная вещь почти не доживает до нас. Сеть делали из волокон, льна, лыка, крапивы, сухожилий, из того, что вода и время обычно съедают без остатка. Иногда археологам везет с мокрыми слоями озерных поселений, где органика лежит без воздуха и не сразу распадается. Но чаще от снасти остается не сетка, а ее упрямый груз. На раскопе такой предмет не кричит о себе. Маленький обожженный кусок глины, отверстие, борозда, след веревки, иногда обтертый край. Его легко принять за мусор, если не видеть рядом десятки похожих. А когда похожие комки идут серией, у воды, рядом с рыбой, костями, лодочными деталями и остатками поселения, они начинают говорить. Осторожно, но говорят. И говорят они не только о рыбе, они говорят о планировании. Надо было заготовить глину, придать форму, сделать место для крепления, просушить, обжечь или хотя бы укрепить, привязать так, чтобы узел не развязался в воде. Потом надо было помнить, где сеть стоит, когда ее проверить, как вытащить, чтобы не порвать. Это уже не бросок на удачу, это хозяйство, которое уходит под воду и возвращается с едой. Теперь представьте момент проверки. Сеть невидима почти полностью, на поверхности только редкая линия поплавков, слабое подрагивание, будто вода сама передумала быть гладкой.
Человек тянет веревку. Сначала идет сопротивление дна, потом мокрая тяжесть, потом рывок живого тела в ячейках. Не один блеск под копьем, сразу несколько. Серебристые спины бьются, вода шлепает по рукам, глиняные грузила стучат друг от друга глухо и коротко. В эту секунду понятно, зачем был нужен каждый скучный комок. Верх держал сеть у света, низ удерживал ее в глубине. Натяжение не давало ей свернуться, рыба не была побеждена силой удара, ее остановила правильно поставленная плоскость. Почти невидимая граница в привычной воде. Вот почему глиняное грузило кажется таким маленьким только в витрине. На берегу оно меняло расписание дня. Можно было добыть больше, чем успевают 2 руки с копьем. Можно было кормить людей ровнее, сушить рыбу про запас, возвращаться к одному и тому же месту. Археолог находит комок с дыркой, а за ним встает целая машина из волокон, поплавков, узлов, глубины и терпения. Иногда человек становится человеком не тогда, когда сильнее бьет, а когда заставляет простую вещь ждать вместо себя. Следующая история будет о другом тихом помощнике, который тоже работал без лишних слов. История номер 27 начинается со странного камня. Ни с копья, ни с ножа, ни с громкого удара по кремню. Перед нами плоский кусок песчаника, в нем узкая борозда, а рядом белая костяная палочка. Мастер кладет ее в желобок и начинает двигать вперед и назад. Медленно. Почти скучно. И вот это как раз подозрительно. Зачем человеку каменного века камень, который не рубит, не режет и даже не выглядит опасным? Он сидит у входа в жилище, возле него сухая трава, крошки кости, немного охры на земле. Руки делают одно и то же движение, будто кто-то точит терпение. Помощник рядом ждет результата и, наверное, тоже не сразу понимает, где тут мастерство. Ведь если нужно острие, хочется ударить сильнее, сломать лишнее, отщепить. Но с костью так не всегда можно. Она не кремень. Она может треснуть не там, где ты приказал. Может дать скол вдоль волокна, может расслоиться, может испортиться в последнюю минуту. И тогда вся заготовка превращается в мусор. Поэтому этот камень работает иначе. Он не побеждает материал, он уговаривает его миллиметр за миллиметром. В музейных описаниях такие вещи часто выглядят совсем скромно. Абразив с желобком, камень для шлифовки, песчаник со следами работы. Но если задержаться на нем, становится ясно. Перед нами инструмент, который меняет саму скорость мысли. Здесь важен не замах, здесь важно не сорваться. Важно понять одну вещь. В такой мастерской ошибка не выглядит драматично. Никто не кричит, ничего не взрывается. Просто тонкая костяная заготовка вдруг щелкает, и несколько часов работы исчезают в ладони. А вместе с ними исчезает игла для шитья шкуры, острие для рыболовного гарпуна или наконечник, который должен был лететь ровно. Сила здесь опасна тем, что она слишком быстрая. Желобок решает маленькую, но упрямую задачу. Он держит заготовку по оси. Палочка не гуляет влево и вправо, не заваливается под пальцами, не получает случайную плоскую грань там, где нужен круг. Мастер протягивает кость по камню, переворачивает, снова протягивает. Песчинки в породе снимают тончайший слой. Потом еще один, потом еще. Так рождается не острый обломок, а ровное тело будущего острия. Круглое или чуть овальное сечение важно не для красоты. Оно дает прочность, предсказуемый полет, аккуратный прокол кожи, мягкое прохождение через отверстие. Игла с грубой гранью будет цеплять жилу, наконечник с кривым боком поведет в сторону. Шило с перекошенным концом расколет материал вместо того, чтобы раздвинуть его. И вот смешная на вид борозда вдруг становится направляющей, почти рельсом. Только пояс здесь размером с костяную занозу, а цена схода с рельса вполне взрослая. Холодная одежда, плохой шов, неудачная охота. Самое интересное начинается в тот момент, когда мы перестаем смотреть только на готовую вещь. В витрине игла кажется почти очевидной. Ну да, тонкая, аккуратная, с острием. Но до нее был этот долгий шорох. Кость идет по песчанику, обратно, снова вперед. Звук сухой, негромкий, будто кто-то стирает белую линию с камня. На пальцах появляется пыль. В желобке она собирается светлой мукой. Мастер останавливается, смотрит вдоль заготовки, ловит перекос. И еще немного с одного бока, теперь с другого. И тут мы видим настоящую технологию. Не один блестящий прием, а контроль над повторением. Такие абразивные камни известны археологам по разным стоянкам, и точное назначение каждого желобка иногда приходится проверять осторожно. Но сам принцип понятен руками. Если провести по песчанику костью, дерево или рог тоже будут уступать. Медленнее, чем хочется, зато без резкого раскола.
Желобок помогает не только отточить кончик, но и выровнять тело заготовки, довести ее до формы, которую трудно получить ударом. Представьте себе охотника с кривым наконечником. Он может быть смелым, сильным, опытным, но если острие сделано наспех, его смелость получает плохой инструмент. А рядом сидит человек, который часами делает почти невидимое. Не герой охоты, не тот, кому достанутся рассказы у огня, но именно его однообразное движение дает остальным шанс попасть, прошить, связать, починить. Кульминация у этой истории тихая. Заготовка уже почти готова, и именно сейчас ее легче всего испортить. Слишком сильный нажим, и тонкий кончик уйдет в сторону. Лишнее движение, и появится плоское пятно. Мастер меняет хват, кладет кость в борозду почти без давления и делает несколько коротких проходов. Пыль ложится на камень. Помощник наклоняется ближе. Острие больше не похоже на обломок. Оно похоже на решение. Его можно вставить в древко, привязать сухожилием, использовать как шило или довести до иглы, если хватит тонкости и времени. И вот здесь становится неуютно. Власть дает не только большой камень в руке, но и способность повторять скучное действие, пока вещь не станет точной. Такой желобок не просит восхищения, он вообще почти прячется. Археолог поднимает его, видит протертую канавку, и перед нами возникает мастерская без громких событий. Кто-то сидел, тер, проверял, снова тер. День за днем люди делали из кости, рога и дерева предметы, которые входили в одежду, охоту, ловлю рыбы, ремонт жилища. Они не просто выживали за счет силы, они выживали за счет формы. Поэтому плоский песчаник с бороздой стоит рядом с самыми важными изобретениями не из-за красоты. Он учит простому правилу. Ровное острие начинается там, где рука согласилась быть терпеливой. А в следующей истории мы посмотрим на вещь еще тише. На инструмент, который мог держать не лезвие, а саму память движения. История номер 28 начинается с вещи, которую легко бросить в огонь. У берега лежит кусок бересты, мокрый, светлый, чуть свернувшийся по краям. Для костра он плохой, слишком сырой. Для жилья маловат. Для ножа почти мусор. И все же человек поднимает его не как мусор, а как ответ. Перед ним северная река на рассвете. Вода серо-зеленая, ровная только сверху. Под ней тянет струя, цепляется за камни, уводит леску в сторону. Рыбак сидит низко, почти у самой кромки. В пальцах у него тонкая нить из волокон, не идеальная, с узелками и шероховатостью. На конце может быть крючок, может быть наживка, может быть часть более сложной снасти. Но беда не в крючке. Беда в том, что под водой ничего не видно. Ты опускаешь приманку и почти сразу теряешь ее из мира глаз. Она где-то там. Может, лежит на дне, может, болтается выше, может, течение уже прижало ее к коряге. А ты сидишь и угадываешь по пальцам. И вот здесь маленький кусок коры становится странно важным. Он не ловит рыбу, он не режет, не колет, не убивает. Он просто держится на поверхности. Смешно? Не совсем. Потому что поверхность воды для древнего рыбака была как дверь без окна. А поплавок делал на этой двери первый заметный знак. Важно понять одну вещь. Рыбалка в каменном веке не была спокойной картинкой про человека с удочкой. Это была работа с живой силой, которую нельзя остановить. Вода тянет, рыба дергает, волокно намокает и тяжелеет, узел может поползти. Слишком глубокая приманка цепляется за дно, слишком высокая проходит над рыбой, будто ее там вообще нет. Крючок сам по себе решал только часть задачи. Сеть тоже не была чудом без настройки. Ее надо было растянуть, удержать, понять, где верх, где низ, где течение ее сминает. Поэтому древняя снасть рано стала составной. В ней работали вместе груз, нить, крючок, поплавок, иногда сетевые наплавы. Не один геройский предмет, а система. Береста подходила почти обидно хорошо. Она легкая, слоистая, в ней много воздуха, и вода не сразу забирает ее силу. И если привязать такой кусок к нити, он будет стремиться вверх. Груз или наживка тянут вниз, между ними появляется напряжение. Вот она, простая механика. Одно тело хочет всплыть, другое удерживает его ниже, а рыбак получает видимую точку над невидимой работой. И это уже не гадание. Поплавок стоит ровно, значит снасть держит глубину. Поплавок дрожит, значит что-то тронуло нить или течение изменилось. Поплавок лег на бок, значит груз коснулся дна или наживка ушла не туда. Маленький знак на воде вдруг начинает говорить. Тихо, но говорит. Археологи находят такие вещи не так часто, и с ними надо быть осторожными. Кора, дерево, волокна плохо переживают тысячелетия. Им нужны болота, влажные слои, места без воздуха, где обычная гниль замедляется.
Поэтому каждая похожая находка из музейного каталога выглядит скромно. Кусочек коры, отверстие, след обвязки, форма, которую легко не заметить. Но за этой скромностью угадывается привычка рук. Просто удержите эту картину. Человек не изобретает поплавок за столом. Он видит, как обломок бересты не тонет у берега. Видит не один раз. Потом связывает его с нитью. Потом понимает, что слишком большой кусок пугает или мешает, слишком маленький тонет от веса снасти, слишком близкий к крючку ведет себя нервно, слишком дальний ничего не показывает. Здесь начинается точность. У воды эта точность быстро наказывает за ошибку. Рыбак опускает снасть в заводь, где течение слабее. Поплавок сначала стоит спокойно, потом медленно уходит в сторону. Не вниз, нет, именно в сторону. Значит, приманку несет боковая струя. Он подтягивает нить, меняет место, добавляет вес. Теперь береста не пляшет, а держится на одной линии. И вдруг короткий толчок. Еще один. Поверхность чуть вздрагивает. В эту секунду человек смотрит не в глубину, а на кору. Рыбу он не видит. Зубы, плавники и поворот тела скрыты мутной водой. Но поплавок дернулся так, будто под поверхностью кто-то дернул за тонкую жилу мира. Рука отвечает раньше мысли. Нить натягивается, мокрые волокна режут пальцы, вода темнеет от движения. И маленькая береста, еще миг назад почти мусор, становится прибором. Вот почему поплавок не был мелочью. Он не добавлял силы руке, как топор, не продлевал удар, как копье. Он добавлял рыбаку внимания, делал воду читаемой хотя бы в одной точке. А для людей, которые жили рядом с рекой, это могло решать много. Будет ли еда вечером, получится ли поставить снасть на нужной глубине, не унесет ли течение труд нескольких часов. Составные снасти меняли само поведение человека у воды. Можно было не просто бросить и ждать, можно было проверять, настраивать, сравнивать места. Оставлять снасть там, где поплавок показывает правильное положение. Рыбалка становилась не только ловкостью, но и наблюдением, не только удачей, но и умением читать слабые сигналы. Есть в этом что-то очень человеческое. Мы часто вспоминаем первые инструменты как острые вещи – камень, лезвие, наконечник. Но иногда нас меняли предметы, которые ничего не пронзали. Кусок коры сказал, под водой происходит больше, чем видно сверху. Если подобрать форму, вес и место, это можно заметить. Если заметить, можно действовать точнее. Рассвет поднимается выше, береста темнеет от воды, нить подсыхает на пальцах, рыба бьется у берега короткими тяжелыми движениями. Никто не называет это технологией, никто не записывает открытия. Просто в следующий раз человек снова возьмет легкую кору и привяжет ее к снасти. Потому что теперь он знает, иногда выживает тот, кто первым замечает, как дрожит маленькая точка на воде. А дальше будет другая тихая вещь. Не громкая, не красивая, но такая, без которой рука уже не работает вслепую. История номер 29 начинается с предмета, который ничего не делает. Он просто висит. Темный камешек на веревке у глиняной стены под горячим солнцем. Рядом стоит человек с руками в пыли и ждет, пока камень перестанет качаться. Вот и вся сцена. Но в этой неподвижности спрятана одна из самых важных строительных идей. До такого момента стена была делом глаза, привычки и спорного жеста ладонью. Чуть подправить здесь, снять лишнюю глину там, отойти назад, прищуриться, кивнуть. Кажется ровно. А потом проходит день, глина подсыхает, крыша начинает давить, и угол вдруг смотрит не туда. Не катастрофа сразу. Хуже. Медленная ошибка. Дом из сырцового кирпича или глины не прощал упрямства. Если низ чуть ушел, вверх уходил сильнее. Если столб наклонился, перекрытие давило уже не вниз, а в сторону. Загон мог перекоситься, башенка могла треснуть. Даже низкая стена начинала вести себя как живое существо, которое не хочет стоять спокойно. И тут появляется странная мысль. А что если спрашивать не глаз? Глаз устает, спорит, обманывается тенью. Рука помнит старый навык, но рука тоже может ошибиться. Камень на веревке не спорит, он тянется вниз, всегда вниз. И человеку остается только дождаться, когда он перестанет дрожать. Важно понять одну вещь. Отвес не изобретает силу тяжести, он делает ее видимой. То, что раньше чувствовали телом, стало линией. Веревка натянулась, груз успокоился, и перед строителем появилась вертикаль, которую нельзя уговорить. Звучит почти смешно, камень и нитка. Но попробуйте сложить стену без такого простого судьи. Один мастер уверен, что угол хороший, другой видит наклон, третий говорит, что солнце мешает смотреть. И спор идет не о красоте, а о том, выдержит ли конструкция вес.
Самые ранние отвесы в археологии не всегда легко узнать. Каменный груз мог быть и ткацким врузиком, и рыболовным, и частью другого приспособления. Поэтому честнее говорить осторожно. Там, где люди начали строить ровные стены, им очень рано понадобились подвешенные грузы для проверки линии. А в музейных собраниях Древнего Египта и других регионов встречаются каменные и металлические отвесы, уже похожие на привычный инструмент. Но нам важна не витрина, нам важен жест. Человек прикладывает веревку к верхнему краю стены, груз висит рядом с поверхностью. Если зазор сверху и снизу одинаковый, стена послушная. Если нет, ошибка видна сразу. Не потом, когда все высохло, не после обвала, сразу. Так строительство впервые получает повторяемую проверку. Можно позвать другого человека, и он увидит то же самое. Можно вернуться завтра и снова проверить. Вертикаль перестает быть мнением старшего мастера, она становится событием, которое показывает Земля. И вот здесь маленький грузик меняет отношение внутри работы. Раньше мастерство жило в теле, в спине, в плечах, привычке ставить камень или кирпич так, как ставили до тебя. Это знание было ценным, без него ничего бы не вышло. Но отвес добавил к опыту проверку, которая не зависит от настроения. Представьте себе двор, где поднимают новую стену. Глина еще влажная, на поверхности видны следы ладоней, помощник подает смесь, мастер разглаживает край, кто-то торопит, потому что солнце сушит слишком быстро, все хотят закончить ряд. И вдруг мастер останавливает работу из-за качающегося камня. Он не строит, он ждет. Это тоже навык, хотя выглядит как бездействие. Веревка дрожит после движения руки, груз описывает маленькие дуги, тень на стене ходит туда-сюда. Несколько ударов сердца все решает не человек, а предмет. Потом камень замирает, и становится неуютно. Нижний край стены выпирает. Совсем немного, на глаз можно было бы махнуть рукой. Но отвес показывает, если продолжить так, верх уйдет дальше. Значит, надо срезать лишнее, добавить глины выше, выровнять, пока ошибка еще маленькая. В этом и сила инструмента. Он не делает мастера слабее. Наоборот, он защищает его от самоуверенности. Рука по-прежнему лепит, поднимает, режет и поправляет, но теперь рядом есть тихий эталон. Невидимая тяга Земли превращена в проверку, которую можно повторять столько раз, сколько нужно. Отвес кажется слишком простым, чтобы быть поворотом. В нем нет зубьев, лезвия, огня, колеса. Его нельзя торжественно включить, он не шумит. Но именно такие вещи часто сильнее всего меняют быт. Они убирают угадывание там, где ошибка дорогая. С ним легче ставить стойку, легче ввести угол, легче понять, почему одна стена держится, а другая просит ремонта уже после первого дождя. Когда появляются большие постройки, хранилища, ограды, башни, эта разница растет. Там, где высота больше человеческого роста, глаз особенно любит обманывать. Веревка с грузом обманывает меньше. Конечно, один отвес не создал архитектуру. Людям нужны были материалы, руки, время, правила, опыт поколений. Но он дал строительству короткий вопрос, который можно задавать снова и снова. Это стоит прямо или только кажется? И этот вопрос стал частью ремесла. Есть в этом что-то очень земное. Человек берет камень, то есть самую обычную тяжесть под ногами, привязывает к веревке и вдруг получает прибор. Не магический, не сложный, просто честный. Земля тянет груз вниз, а человек рядом учится строить вверх. Через такие мелочи жилище переставало быть удачной кучей материала. Оно становилось формой, которую можно проверить. Стена уже не держалась только на уверенности мастера. У нее появилась линия, перед которой все равны. Темный камешек висит у глины и молчит, а стена впервые понимает, куда ей надо стоять. История номер 30 начинается со странного предмета, который почти ничего не делает. Он не режет, не бьет, не копает. Это темная пластина из кости или дерева с двумя узкими щелями, и человек надевает ее не на руку, а на лицо. Перед ним снег, лед и небо, которые в ясный день сливаются в одну белую стену. Красиво? Да. Но в Арктике красота иногда бьет прямо по глазам. Охотник выходит на лед, где нет деревьев, нет тени, нет привычных ориентиров. Свет идет сверху, снизу, сбоку, отовсюду сразу. Солнце отражается от снега так настойчиво, будто земля сама стала вторым небом. Сначала кажется, что все нормально. Глаза щурятся, слезятся, человек моргает чаще. Неприятно, но терпимо. А потом начинается то, что нельзя переждать на ходу. Веки будто насыпали песком. Взгляд мутнеет. Каждый отблеск режет сильнее. И если впереди охота, дорога домой или тонкая граница между льдиной и водой,
такая боль уже не мелкая беда. Она превращает сильного человека в почти беспомощного. Вот здесь и появляется маленькая вещь, которая выглядит слишком простой для спасения. Узкая щель против целого белого мира. Важно понять одну вещь. Снежная слепота не была загадочным проклятием Севера. Это физика и тело, столкнувшиеся слишком близко. Снег отражает много света, в том числе невидимого ультрафиолета. Роговица получает ожог, хотя огня рядом нет. Человек может ослепнуть не навсегда, но на часы или дни. Для города это больница и темная комната. Для охотника на льду это совсем другой счет. Ты не видишь трещину, не замечаешь движения зверя, не можешь уверенно вернуться к жилищу, если поднялся ветер. И вот древний мастер берет кусок кости, моржового клыка или плотного дерева. Он не пытается сделать стекло, стекла у него нет. Он делает щели, очень узкие, горизонтальные, почти суровые. На первый взгляд это похоже на ограничение. Зачем добровольно сужать себе мир? Но в этом и хитрость. Чем меньше отверстия, тем меньше лишнего света попадает в глаз. Блики отсекаются. Зрение теряет широту, зато выигрывает четкость и безопасность. Это не украшение для лица. Это фильтр, сделанный руками человека, который много раз видел, как белый день становится опаснее ночи. Самое удивительное, что принцип работает почти как простая камера без линзы. Щель не улучшает глаз магией. Она просто не пускает в него хаос. Рассеянный свет срезается, боковые лучи уходят, и перед человеком остается более узкий, но спокойный кусок мира. Попробуйте прищуриться на ярком солнце, и вы сразу почувствуете древнюю идею в своем лице. Только здесь прищур сделали предметом. Его можно надеть, привязать ремешком, подогнать к переносице, вырезать под конкретного человека. Музейные снежные очки из Арктики часто выглядят как вещи без лишней нежности. Темная поверхность, прорези, иногда углубление под нос, отверстия для завязок – все. Но эта простота обманчива. Если щели слишком широкие, свет снова ударит в глаза. Если слишком узкие, охотник потеряет слишком много обзора. Если пластина плохо прилегает к лицу, свет пролезет сбоку. Значит, это не случайная дощечка. Это настройка между опасностью и возможностью видеть. Человек на льду смотрит через две темные линии, и мир становится не ярче, а пригоднее. В этом есть тихий переворот. Инструмент не усиливает мышцу, он усиливает восприятие. А теперь удержите эту картину. Белый день без теней. Человек идет по льду, где ошибка может быть тонкой, как линия под снегом. В руке у него может быть оружие, за спиной запас, рядом собаки или товарищи. Но сначала ему нужно одно – видеть. Не вообще видеть, а различать нужное. Слабый контур дыхательного отверстия тюленя, изменение цвета на Насте, край тороса, след, который исчезает в блеске. Снежные очки не отменяли холод, голод и риск. Они просто убирали одну лишнюю опасность, которую приносил сам свет. Поэтому такие предметы находят в музейных собраниях не как странные маски, а как точные ответы на место, где человек жил. У разных арктических народов формы отличались, материалы тоже, и самые древние находки требуют аккуратной проверки по каталогам. Но общий смысл ясен без даты на табличке. Там, где мир слишком яркий, надо научиться делать темноту в нужной мере. Весь наш выпуск был про первые инструменты, которые резали, били, скребли, переносили и защищали. А финальный предмет делает шаг в сторону. Он показывает, что инструмент может работать не с камнем и не с мясом, а со светом. Иногда стать человеком значило не сильнее ударить. Иногда значило правильно сузить взгляд.